навык в деле. Я уже рядом, со мной мои легионеры. Твои их знают, твоя фирма вспотела. Плечом к плечу, мы уже готовы к бою. Перед тобой Сыктывкар, Young Destroyers. Кулак твердый, адреналин рвет аорты. Вставай на ноги, сука, или прикинься мертвым. Всем привет! Мы в Сыктывкаре, столице Республики Коми. У меня в руках лошадка-пташка, пони. Нужны карлики-цыгане, чтобы угнать ее. А мы сегодня пройдем по городу, прогуляемся, запишем интервью с парнями из Строитель Хулиганс и Young Destroyers. Погнали! Петя, куда мы сейчас приехали? Расскажи, что это вообще? Мы в аптеку пришли вообще? Да. Зачем ты нас сюда привел? Сейчас здесь аптека. Раньше это было очень культовое место для всего сыктывкарского фан-движения. Здесь постоянно собирался народ. В любое время суток можно было прийти здесь кого-то встретить. Здесь постоянно кто-то тусовался, пил. То есть это был локал паб начала нулевых? Это был магазинчик. Это был магазинчик под названием «Альбатрос», да. Но здесь было разливное пиво, и поэтому здесь можно было всегда выпить, там что-нибудь закусить, да, пообщаться. И здесь стадион, недалеко 100 метров, то есть как бы отсюда двигались всегда на хоккей. Вот, собирались здесь, кому надо заправлялись, ну и, собственно, шагали на хоккей поддерживать. Сюда можно было прийти в 10 утра, в 9 вечера, здесь всегда были люди? Ну, в 10 утра, в 9 вечера не каждый день, но бывало и такое, да. Какие-нибудь веселые истории есть отсюда? О, веселых историй. Кто-то там пиво пролил на продавщицу или что-нибудь такое? Веселых историй очень много, я просто не знаю, есть ли смысл о них рассказывать, потому что как бы, ну... Да, конечно, смысла нет, но мы расскажем все равно парочку. Да, была история одна, что, ну, как бы практически весь город знал, что мы фанаты здесь, собираются здесь. Мы здесь собираемся, здесь как бы, здесь наше место, да. И была ситуация, что с какого-то авторитета, очень такого серьезного, точнее, не с какого-то авторитета, а с жены с какого-то авторитета сняли сапоги в этом районе. В этом районе? Да, то есть зимой? Ее, да, ну, гоп-стопнули, сняли сапоги. И, естественно... Итальянский, наверное. Наверное, да. И, естественно, как бы так как в этом районе тусуемся мы, к нам приехали ребята, забили нам стрелу, в общем, короче, чинили разборки, да, по этому поводу, что, мол, того, что вам всем конец, да, и лучше отдайте сапоги по-хорошему. Вот. Но, собственно, так как мы такими вещами не занимались... То есть выяснилось, что сапоги взял кто-то другой, и от вас отстали? Ой, слушай, по-моему, мы все свалили на рэперов. Или как-то так было. Ну, в общем, да, мы нашли там других, сказали, что здесь понятно. Напротив, вот здесь, вот, где сейчас Северный народный банк, там были скамеечки такие, там, как бы, там постоянно там рэпера тусовались, прочие элементы. То есть, как мы сказали, что это, наверное, они поехали к ним, с ними разбираться. Как тут девушки были? Здесь фанатки? Здесь все были. Не, ну я не скажу, не, фанаток у нас вот такой движ, такая субкультура была, что у нас как бы девушкам вход был как таковой запрещен, да, сектора без баб, то есть и у нас, ну, здесь были фанатки фанатов, вот так вот сказать. То есть не фанатки строителя. Группис. Да, группис, которые здесь тусовались, потому что здесь были крепкие молодые парни, да, которые хотели быть в тусовке, ну, около тусовки. Вот такие были, да. Интересно, это что-нибудь было? Связано с ними? Да. Ну, здесь-то нет, конечно. А за пределами, наверное, да. Это уже личное. Ну что, погнали дальше, посмотрим. Так, куда мы приехали сейчас? Зачем-то сели на снег вот здесь. Ну да, это одно из также культовых мест города Сыктывкара, где собирались не только люди околофутбольные, околохоккейные, но и вообще достаточно много различных субкультур. Это филармония, арка под филармонией. Вот. Ну, собственно, здесь точно так же в хорошее время года, потому что ни козырька, ничего нету.
Собирались люди, тусовались, выпивали, вот, общались. Ну и здесь еще также проходили как раз вот сборы перед выездами. То есть обычно здесь на этом месте собирались, отсюда топали, либо автобусы сюда вот подъезжали. То есть не то, что здесь собирались, деньги сдавали, а именно здесь уже собирались, чтобы уехать, да? Не, отсюда отъезжали, да, замерз. Да, Дагестану лучше. Отсюда собирались, уезжали, то есть либо вот там вот автобус подъезжал туда, загрузились, уезжали, либо здесь собирались, шли к стадиону, то есть до стадиона здесь также там метров 150-200, вот, и от стадиона уезжали. Слушай, ну, например, скажи так вот, я обычный парень, живу в Сыктывкаре, пришел с папой на русский хоккей, смотрю, фанатский сектор шизит. Ну, год-два я хожу, шизит, я чуть взрослее становлюсь, и я смотрю, ребята собираются, уезжают на выезд. Я прихожу, говорю, парни, можно с вами на выезд, возьмете? Возьмем, почему нет? Без проблем можно было, да? Не то, что нужно было там пройти какой-то обряд, там, то есть слушай, у нас как бы, да, у нас демократия была. брали на выезд любого, да, там уже как бы на выезде смотрели, присматривались, то есть, что из себя человек представляет, и выводы уже делали как раз по выездам, то есть в основном, опять же, люди могли на сектор приходить без родителей, знаешь, он мог на секторе 2 года простоять, да, то есть ездить на выезд, а после этого уже как бы, ну, с ним уже никто там здороваться за руку не будет, потому что выезд он как раз и показывал, определял человека, кто он есть по жизни. Ну да, логично. То есть на сектор к вам также подтягивались люди обычные, да? Видя то, что там фанаты шизят, да? Конечно, у нас не было никакого там дресс-кодов из контроля, то есть как бы, ну, любой желающий мог прийти, а дальнейшая его судьба как раз уже зависела и от его человеческих качеств. А было такое, что вы как фанаты популяризовали русский хоккей в городе Сыктывкаре, то есть ходили не только на хоккей, ходили именно на вас, чтобы посмотреть? Слушай, ну мне тяжело судить, это надо людей со стороны спрашивать по этому поводу. Но как бы, ну... Набиралось больше там, как вы появились с вашим появлением? Или наоборот, люди боялись, что там фанаты что-то жгут, мне не лучше Не, нас не боялись, потому что мы как бы у нас на стадионе никогда не было каких-то таких вещей, там, что кто-то пострадал или еще что-то, драк там на стадионе практически никаких не было. То есть, как бы, ну, потому что к нам практически никто, не то что практически, ну, может Киров приезжал там 1-2 раза, то есть, как бы... К сожалению, может быть, и к счастью, то есть как бы мы этих вещей избежали, то есть конкретно на нашем домашнем стадионе. То есть делали скорее красочно, да, и приятно. Ну да, больше пира, шоу, да, то есть шиза, то есть как бы такие вещи. Были там как бы, ну, небольшие там, ну, буцканье с полицией, но ничего серьезного. Слушай, перед поездкой в Сыктывкар я погуглил и узнал, что Овчинников, основатель Додо Пиццы, как раз именно родом отсюда. Что-то есть про него? Расскажешь нам? Слушай, ну да, с Федором у нас были пересечения. Во-первых, он учился в одном учебном заведении вместе со мной на класс старше. Вот. Ну и также, да, была одна забавная история, связанная с Федором, как раз 98 год, когда произошло разделение внутри Сыктывкарского фан-общества. От Норфлегиона отделился строитель Хулиганс. Собственно, произошло это потому, что ребята съездили в Москву в 98 году на шайбу. Точнее, не на дерби ехали и побывали еще и на дерби на шайбе в Сокольниках, куда приехали кони. И там это была вот то самое известное, да? Знаменитая, да, драка, вот этих вот 5 человек из города Сыктывкара там были. Вот, получили небольших люлей, так сказать. Вот, ну и приехали сюда очень обозленные сим фактом. И как раз решили, что там мясное сообщество должно держаться отдельно от коней, от мусоров, от прочих. На этой почве был как раз конфликт с Норфлегионом. Ну и Федор Овчинников тоже попал под замес этой темы, потому что он в то время болел за «Зенит» Санкт-Петербург. Их было 2 человека, по-моему, в городе, кто открыто поддерживал этот клуб и ходил в атрибутике этого клуба. В розах, вот. Ну и с одного парня, насколько я помню, точно сняли эту розу. С Феди тоже хотели ее дернуть, но так как он был моим, можно сказать, там, ну, одноклассником, да, вот, я, по-моему, насколько мне память не изменяет, то есть я за него подписался. Я за него подписался, да, и Федю вроде оставили в покое в этом плане. То есть ты можешь сказать, спас фанатское настоящее Федора Овчинникова? Не то чтобы спас, мы тогда как бы, ну, город маленький, все друг друга знают, все друг с другом дружили, то есть как бы, и, ну если ты человека знаешь, он парень всегда хороший был. Вот, за него ничего плохого сказать нельзя было. То есть, как но мы подошли, получается, как раз вот к этому месту, да, это самая первая Додо Пицца, да, вообще, которая существует на свете.
здесь как раз вот Федор Овчинников открыл свою первую пиццерию. Она изначально работала только на доставку. Здесь у него находился и офис, и пекарня, или как она там правильно называется. Вот, соответственно, он отсюда начинал свою деятельность, осуществлял только доставку. Потом открылся первый ресторан «Додо Пицца» в этом месте. И он как раз открылся на... Это же недалеко от стадиона тоже, да, получается? Вот рядом. Да. Он открылся на костях, так сказать, бара «Три семерки», который тоже одно из культовых мест города Сыктывкара, где мы собирались. Это как раз то, что ты говорил, local pub. Вот можно его назвать local пабом, но это как в обычном понимании, то есть как бы это просто была забегаловка, кафеха, да. Додо Пицца плотно связано с фанатизмом, да? Во-первых, здесь был пересекается не в одном месте, да. Здесь была бильярдная, были игровые автоматы и небольшой барчик, где, соответственно, у нас работал в охране один человек из Ян Дистиллерс, и мы сюда начали приходить там к нему в гости, ему, может быть, там где-то помочь, подсобить. Вот. Ну и здесь обосновались и проводили здесь много вечеров. Опять же, там празднуя какие-то дни рождения, празднуя какие-то знаменательные события. После выездов здесь собирались. Вот. Young Destroyers, а откуда пошло название вообще, как решили? Ой, это лучше у них спросить, то есть как бы я эту историю не знаю. Вот, поэтому как бы да, здесь культовое место для около футбольных людей. Также первая Додо Пицца, да, и то есть как бы отсюда много что начиналось. Экспансия на Россию и строители хулиганс, и Федора Овчинникова, да. Так, ну еще раз всем привет, мы в Сыктывкаре, уже в более обстановке домашней, за столом сидим. Привет, Петр. Добрый день. Ну давай рассказывай. Вообще, Все. фанатское движение в России, в хоккей с мячом, это вообще такое что-то экстраординарное, можно сказать. Обычно все привыкли, что это хоккей, футбол, а тут бенди. Ну да, можно вспомнить, на пальцах одной руки можно перечислить движения, которые были за около хоккея, да, за около бенди. То есть это такой достаточно редкий вид. Чем это обусловлено? Потому что не было в городе ничего другого? Да потому что, скорее всего, география бенди такая достаточно простая. Вот, и города, в которых был хоккей с мячом, то есть там, видимо, как таковые субкультуры не выживали, не знаю, не приживались. Вот, поэтому только вот в каких-то таких городах типа Сыктывкар, Архангельск, где-то что-то двигалось. А города типа Первоуральска, типа Ульяновска, то есть как бы, там, видимо, все плохо совсем было. Кузбасс? Не знаю, ничего не слышал, да, о движениях в этих городах. Как у вас вообще все началось? В каком году? Как ты лично попал? Сначала на хоккей или как? Значит, нет. Здесь история достаточно такая необычная, может быть, с одной стороны, это 97-й год был. В 97-м году мы каким-то вот таким сарафанным радио было сказано, что на 9 мая на площади, там, так сказать, в центре площади собираются все ребята, которые не равнодушны к каким-либо футбольным клубам, к «Спартаку», к ЦСКА, к «Динамо». Ну, вот, и все, соответственно, объявлен там всеобщий сбор, то есть все, кто хочет, может приходить. Вот, пришел туда и я болел за «Спартак», за московский. Ну и, собственно, там у нас есть фотографии, были фотографии с этого мероприятия, если можно его так назвать, да, когда порядка где-то 30 человек собралось, и там кто за «Спартак» был, и кто за ЦСКА, и за «Динамо», с атрибутикой. Собрались на площади, познакомились, пошли на запасной стадион, на запасном стадионе там пообщались и решили, что что народ есть, вот, народ вроде как активный, и можно попробовать создать что-то наподобие там московских коллективов по поддержке какой-либо местной команды. Так как местная команда была только по хоккею с мячом, ничего не было там ни мини-футбольной команды, ни футбольной команды, ни хоккейной шайбы, да, было только бенди. Соответственно, было принято решение ребятами, кто постарше, они учились тогда в университетах, там на первом, на втором курсе. Вот, был такой человек, диджей Basic, Дима Жилин основной, который считался там главным авторитетом на тот момент в Сыктывкаре в плане фан-движения. Вот. И было принято решение
поддерживать местную команду строителей Сыктывкара. Вот так, собственно, все там, в 97 году, по-моему, там где-то в первых числах октября, по-моему, Кубок России начинался по хоккею с мячом. Ну, вот в первых числах октября все оказались, все, кто пришел 9 мая, все оказались на стадионе на первой игре. Была небольшая подготовка, был пошит баннер, было придумано название этому коллективу North Legion, был пошит баннер там, с надписью North Legion на фоне, по-моему, коми-флага. Вот. Ну и, собственно, вот так вот состоялась презентация баннера, презентация вообще всей движухи. И оттуда и пошло дальнейшее развитие. Сначала это была ультраскультура. Да, конечно. Потом оттуда отпочковалось уже более, скажем так, боевое звено под названием «Строитель хулиган». Да, это в 98 году произошло, как я уже рассказывал. То есть ребята поехали на футбол, на дерби, на «Спартак» ЦСКА. 5 человек из города Сыктывкара, которые болели за «Спартак», поехали на дерби и там волей судеб оказались еще и на хоккейном дерби в Сокольниках в 98 году. Поучаствовали в этом знаменитом замесе около хоккейного дворца, не знаю, что там за дворец был, вот, где немножко получили от ЦСКА. Насколько я помню, там победа за ЦСКА была в той драке. Да. Вот, то есть получили, приехали, вернулись обратно достаточно злые. Это уже, получается, второй сезон, 98 год, начало. Ты не ездил? Осень 98-го. Не, я тогда еще не ездил, я еще был маленький в то время. Мамка не пускала. Вот, и они приехали, да, то есть как бы и сообщили всем о том, что как бы что теперь они хотят, чтобы в Норфлегионе, то есть не было никого, кроме спартачей. Да, потому что они приехали злыми и, собственно, решили, что все должны болеть за «Спартак». Все должны болеть за «Спартак», да. И, соответственно, ребята, которые были постарше, вот как раз кто в универе уже на тот момент учился, они не школота типа нас, да. Они, соответственно, были против этого, потому что это были их друзья, динамики, там, армейцы и там, зенитовцы, да, они как бы не предали их. Вот. Ну и произошел такой раскол на ребят, кто был против там, ЦСКА, Динамо, и ребята, которые были друзьями. И отпочковались, образовалась «Строитель хулиганс». Вот. Которые встали буквально, то есть был сектор Норфлегиона, а через 20 метров был сектор «Строитель хулиганс». Заряжали разные кричалки, шизили по-разному, друг друга перебивали какие-то. «Строитель» в каких цветах играл? «Строитель» в каких цветах играл? Бело-голубых. То есть оба заряжали секторы бело-голубые, но с разными зарядами? Оба сектора были красно-белые, можно сказать, да. Заряжали за бело-голубых, разные заряды, там друг с другом соревновались, друг друга перебивали. Ну, в общем, такая. И после хоккея еще и там успевали драться между собой. То есть, как бы, ну, такая. Сколько это продолжалось? Ну, примерно на протяжении полугода, года, наверное, продолжалось. Сезон вот этот? Ну, вот этот вот сезон 98-й, да, 98-99, вот он такой был, как переходной, сказать, да? Переходной, да. Но Норфлегион, по сути, по своей, в 2001 году прекратил свое существование, потому что ребята, вот, которые учились в университете, университет закончили, и кто разъехался по другим городам, то есть перестали ходить на стадион, а молодежи как таковой у них... Сами себя расформировались. Да, молодежи у них как таковой не было, то есть как бы и вся молодежь была у нас, и ну, то есть как бы у них будущего перспектив не было. То есть радикально настроенные ребята, они отделились от ультры, вот, и образовали «Строитель хулиганс». Радикально настроенные ребята хотели быть, ну то есть как бы они объединялись по принципу боления за «Спартак». Понял. Да, то есть они также хотели гонять на спартаковские выезда в Москву, там на дерби и прочее. Там. У нас получилось так, что как бы, ну, что там до 2002 года, да, до 2002 года, то есть у нас был такой алкофанатизм. То есть ребята в основном... Прошли через это все равно. Ну, конечно, да. То есть ребята были за то, чтобы выпить, поугарать, там, поехать на выезда, там выпить, поугарать, если получится, там как-то с кем-то, я не знаю, там подраться как по синей лавочке, да, то есть как бы, ну, так вот весело провести время. Вот. Выезда сразу начали бить? Что? Выезда сразу начали бить? Слушай, ну да, близлежащий Киров, по-моему, первый выезд в 98 году был. Сразу же, да, то есть? Как решили в первый же сезон был. Было, что весь фанатизм на выездах? Не, ну конечно, тогда как бы вообще субкультура фанатская, она была в моде, она была на волне, то есть и
здесь как бы ясные, четкие были понятия, то есть поддержка команды, дома, на выезде, там, ношение цветов, определенный вид, то есть как бы все это, конечно, из столицы притекло, то есть опять же ребята там ездили в Москву и на дерби и общались с людьми там какими-то, да, с авторитетными, я сейчас уже не вспомню, очень давно было, то есть, но, допустим, вот когда ребята ездили в 98 году на дерби, они вписывались у человека из Флинскрю. Я не помню, как его зовут, да, но там какой-то был парень, который... Да, фанзины привезли, то есть как бы впечатления, то есть рассказали, как это должно быть, да, то есть как бы, ну и, соответственно, все следовали этим канонам. Опять же, уже начал появляться там интернет, начали читать какие-то вещи, то есть как бы все это начало проникать и старались следовать вот этой вот моде, этой движухи. Хорошо, прошли эти там пару лет алкоугаров, начальных выездов. Как потом пришли к тому, что вот это объединение строителей хулиганс, да, оно стало известно, можно сказать, по всей России. Не будем даже лукавить, вышло в топ движей провинциальных. Слушай, ну здесь как раз вот где-то начиная с 2001-2002 года мы немножко поменяли курс развития. У нас произошли определенные вливания в наш коллектив ребят новых, ребят, так сказать, активных, вот, которые дали как раз вот стимул к тому, чтобы двигаться немножко в другом направлении. Опять же, с помощью интернета и таких вот вещей, то есть как бы смотря на то, что происходит в столицах, то, что вот как раз стал этот фанатизм перетекать там, из английского стиля в какой-то там более, там, как его назвать, польский стиль, да, я не помню, был на тот момент или нет, когда вот были во главу угла уже ставились там драки себе подобными, то есть как бы когда начались вот эти вот фирмы появляться, да, то есть как бы когда уже немножко начался, так сказать, люди начали смотреть больше не на ультрас движение, да, а именно на хулиган, на околофутбол, да. То есть нам это было интересно, и мы тоже решили по этой стезе попробовать двигаться, да. Вот, то есть первая наша драка, так сказать, которая была не запланирована, случилась в Красногорске на выезде в 2001 году. Вот. Когда мы приехали в Красногорск, вроде в дружеский город, потому что у нас с ребятами из Красногорска были... Сколько было у нас человек? Выезд, по-моему, 10 человек пробивало, да, если мне не изменяет память, а в драке участвовало 6. Это спонтанно было прямо на секторе? В драке участвовало 8 человек, да, как мне подсказывают. Двое что делали? 8, двое не успели. То есть мы ехали по-разному, то есть кто-то забирался на собаках, кто-то добирался на поезде, да. То есть одна часть приехала за день, как раз списывалась там у ребят в Красногорске, с ними тусовалась, отдыхала, а вторая часть приезжала, по-моему, в этот же день, да, то есть с утра. И они уже двигали прямо на стадион, но тогда не было ни сотовой связи, ничего, то есть никак коннектиться нельзя было. Мы встречались на стадионе, там как-то разминулись, то есть договаривались встретиться около стадиона, там немножко разминулись, то есть как бы кто-то по времени, по-моему, может быть, ребята, которые должны были подъехать, которые подъехали за день, опоздали, я уже сейчас точно не вспомню, вот. И, соответственно, ребята первая группа, да, из 8 человек зашла на стадион, а там территория такая достаточно большая, то есть ты заходишь, еще до стадиона после входа нужно идти там порядка, по-моему, 200 метров, что ли, там такая тропиночка прямая, да, в Зорке Красногорск, где играл домашняя арена, вот. И навстречу ребята как бы на шарфах уже строительская атрибутика была, то есть она бело-голубого цвета, вот. И навстречу им идет толпа человек 15, наверное, уже без опознавательных знаков, все в черном. Да, настоящие московские хулиганы, вот, которые, когда сближаются, там метров за 10, просто кричат: выключи эту хуйню, потому что у парня у одного была камера в руках, вот, которой он снимал это шествие, ну как он выезд же, да, то есть как бы там опять же отчет для кирпича, прочие вещи. Он говорит: выруби эту хуйню, и толкает одного из парней, который где-то примерно на метров 5 отделился, шел впереди, то есть толкает его в сугроб. Ну, остальные 7 понимают, что как бы, ну, что ситуация накаляется, что ситуация, да, нестандартная, вот, но они, соответственно, дальше без каких-либо зарядов, без каких-либо там вещей просто прыгают на парней, вот, парни идут в отмах,
вот, не бегут, не падают, то есть начинается драка такая плотная, вот, и в процессе этой драки выясняется, что как бы, ну, что это не те, кого они ищут. Вот. Красногорцы. Это были не красногорцы, это было алтуфьевское мясо, вот, City Boys, как мы потом уже узнали, да, то есть как бы они перепутали парней с Динамо Москва, потому что бело-голубые розы, они думали, что динамики, они там кого-то вычисляли, то есть в этом районе где-то там ползали вокруг этого стадиона, да, искали каких-то своих оппонентов. Вот. Потом они, соответственно, в процессе драки они поняли, что это не Динамо, а строитель Сыктывкар, вот, и как-то так, ну, так разошлись, грубо говоря, там руки пожали, все, типа, потерялись, ребята пошли на стадион, они там дальше пошли кого-то искать. С ними потом после этого посредством интернета списывались, то есть как бы никто претензий никаких не имел, друг другу спасибо сказали за это, так сказать, такое спонтанное пересечение. Вот. На этом разошлись, больше с этими ребятами не пересекались никогда. Вот. Но, собственно, боевое крещение прошли, поняли, что ребята... Какой год был? 2001. 2001 год. 2001 год, да. Потом, я так понимаю, наверное, Киров, да, оппонент ближайший? Да, после этого мы начали искать, с кем можно было уже подраться конкретно, то есть как бы, ну, договориться о составах. Вот. На тот момент у нас было там 10 человек, которые были готовы были драться где-то в другом городе. Вот. Ну и, соответственно, близлежащий наш город, да, где была какая-то фанатская движуха, да, это город Киров, это 400 километров от нас. Вот. Ну и там, соответственно, мы нашли себе оппонентов в лице New United Firm, которые согласились с нами подраться 10 на 10. Вот. Мы приехали за день до матча. В Кирове у нас был матч с родиной Киров. Ребята к родине не имели никакого отношения, они болели за футбольный клуб «Динамо», «Динамо» машиностроитель кировский. Вот. Но они согласились нам побыть с нами спарринг-партнерами. Вот. Ну и, соответственно, приехав за день, вечером, там где-то за железнодорожными путями, долго очень идя, за 25 секунд мы их победили. Такое у нас было именно боевое крещение в плане драки по договоренности. И дальше уже начался с Кирова, можно сказать, сериал, да, так как ближайшие? О, да. Они к вам приезжали, вы к ним, да, то есть это нескончаемо было? Нет, к нам они не приезжали, один раз. И к нам приезжал ОЦМ, банда ОЦМ, и причем сделали они это Киров. достаточно внезапно, да. Мы об этом ничего не знали, они почему-то решили приехать внезапно и никому об этом не сказав. Но при этом они хотели, они не хотели какой-то спонтанной драки, они не хотели там, ну, никого вычислять, они приехали подраться там ровными составами, там 10 на 10. Вот. Не знаю, в чем там логика их была и как у них вообще это планировалось все, да. Но мы их там автобус буквально случайно нашли около стадиона, там кто-то из молодых парней отзвонился и сказал, что Киров приехал драться, то есть как бы ждут там около стадиона. Вот. Но они хотели драться с молодежью, то есть как бы, с Young Destroyers, они приезжали, подрались с Young Destroyers. Это единственные люди, которые к нам приезжали. Сыктывкар был такой анклав, фанатизм, когда вообще никто не добирался, ничего. Только единственное, Киров приезжал. Да. Один раз и все. Да, один раз приезжал Киров, именно вот подраться, да, Киров один раз приезжал и все. А так как бы приезжали, Ультра приезжала болеть за свои команды, таких малочисленных составов, там 3 человека, вот Красногор 3 человека приезжал, там с Кирова там пару человек приезжало. Вот. Так как бы, так на нас никто и не добрался. Были случаи, когда нам уже там в бытность уже на заре нашей деятельности, куда московские крупные фирмы пытались нас, так сказать, там сначала пряником заманить, а потом включали кнут, что типа того, что если вы там не согласитесь, какие там либо под нас лечь, там, либо какие-то общие темы там с нами делать, то мы приедем и вам там всем раздадим, да. Но как раз на эти случаи у нас были там различные варианты типа плана перехват, когда там в течение 3-4 часов мы могли организовать общий сбор вместе с Ухтой, да, перекрыть трассу и проводить их должным образом. То есть, поэтому как бы, здесь вот ситуация складывалась так, что в принципе к приезду гостей мы были всегда готовы.
Петь, давай перейдем еще, знаешь, к чему я хотел спросить. Стадион и посещение его. Насколько кузьмичи вообще ходили на стадион? Насколько он заполнялся? Сколько он вмещал, сколько людей ходило? Ну, все зависело от результата команды, конечно же. То есть, когда Строитель играл более-менее сносно, более-менее нормально, там обыгрывал Водник у себя даже дома, чемпиона страны, то трибуны, в принципе, были полные. То есть у нас была открыта всегда центральная трибуна, она вмещала там порядка, наверное, 5-6 тысяч человек. То есть 6 тысяч человек ходил на Строитель? На какие-то топовые матчи, да. А погода вносил директивы, что минус 30 народ не ходит? Ну, конечно, да, если прям очень холодно, то народ поменьше было. Да, все равно особо не влияло. Ну, так не сказать. Все больше влияла игра команды. То есть, да, если команда всем проигрывает, то туда и приходило 500 человек, да. А если команда выигрывает, если команда борется за какие-то места, то там, соответственно, на трибунах, центральная трибуна заполнялась целиком. Вы, участвуя в поддержке команды, наверное, рисовали какие-то баннеры, фейеражгли? Да, конечно, все это было. Какие-то топ-перформансы можешь вспомнить? Или баннеры? Топ-перформанс? Ну, топ-перформанс у нас был, по-моему, на матче с «Динамо», сейчас не вспомню, какой сезон, на открытие сезона матче с «Динамо». «Динамо» тогда, по-моему, чемпионом была страны. Вот. Там были как раз презентации баннеров. Презентация баннера нашего знаменитого «Сыктывкар решает», который там очень много шума наделал на российском пространстве, да, что как бы это очередное было доказательство для многих людей, что мы гопота вообще пробитая. Вот. Статус, который к нам там за нами закрепился на протяжении многих лет, и который мы сами с улыбкой на лице поддерживали, вот, и его не стеснялись. Поэтому и там, флаги, баннера, да, флаги, фейера, все это, конечно, все это присутствовало. Да. Какие-то выездные перфы? Выездные перфы. Слушай, но мы не сильно в этом плане богаты, да, чем-то похвастаться. Вот. Ну так, в основном рисовали баннера. Какие-то там такие либо с подъебкой местного населения, либо относящиеся там, к кому-то, если есть какая-то движуха в этом районе, то есть чтобы ее спровоцировать. Прикольно было? С прикольного, ну не знаю, самый прикольный, наверное, баннер в Кирове. В Кирове был с надписью «Привет, колхозаны» и с факом нарисованным, да, причем как бы, когда люди, полицейские, там, милиция еще, по-моему, тогда была на тот момент, подошли к нам и сказали, что типа того, что, мол, как бы, уберите этот баннер, да, потому что, что это такое, что вы себе позволяете. Мы говорим, что, слушайте, мы сюда приезжаем уже не первый год, да, и как бы все местные, они вот так вот нам показывают, да. Они проходят мимо нашего сектора, вот так вот нам показывают. Мы думаем, что это приветствие у вас такое, что вы так привет говорите, поэтому мы вот решили вас в ответ поприветствовать таким именно баннером. Какие-то домашние были баннеры, может быть, там протест против руководства или поддержка клуба? Ой, да, конечно, да, было все это, там, Голов Пенин вон и какие-то там еще, да, когда переименование было Строителя, когда шефство над командой Строителя взял министр внутренних дел Республики Коми. Он решил из Строителя сделать «Динамо» Сыктывкар. Там, по-моему, сезон или 2 сезона команда играла под вывеской «Динамо» Сыктывкар. Потом, когда он ушел, не только с поста, но и из жизни, вот, соответственно, обратно команду переименовали в «Строитель Сыктывкар», да. То есть она, по большому счету, сейчас команда уже к Строителю никакого отношения не имеет. Просто это историческое название. Да нет, почему? Команда одна и та же. Команда одна и та же, просто... По спонсорству Строитель же. Слушай, нет, она изначально называлась «Строитель Сыктывкар», еще с коммунистических времен. Так. Какой-то, да, Строевкарский приходил, деньги заносил, и, ребят, это вам на клюшки, это вам на мячики. Окей, давай все-таки к около хоккею с мячом, около футбола. Можно, я так понимаю, долго рассказывать. Жизнь была бурная, да, и движуха. Давай, наверное, топ-3 таких вот прям вот пересечения Союз, Строителя. В которых мы победили, да?
Давай сначала так. Слушай, да, но вот у нас, кстати, ты все время говоришь около хоккея, около футбола. У нас с этим очень много моментов было связано, когда нам отказывали на этой почве, что когда мы выходили на каких-то людей и предлагали им подраться, да, то есть как бы они говорили, что кто вы такие вообще, вы к около футбола отношения не имеете, мы с вами драться не... Вы вообще какой-то около бенди, около хоккея с мячом. Мы говорим, вот вам, Логично, да, вот вам без разницы. Они говорят, нет, нам огромная разница, мы только по около футбола. С клюшками и формов, когда. Слушай, топ-3, ну, наверное, третье место это 2003 год, Киров 9/21. Такая драка очень-очень знаменитая и по России тоже знаменитая. У нас было 9. Да, когда нас было 9 человек, а ребят из New United Firm было 21. Вот, и мы в две сходки их прогнали, во второй сходке прогнали и одержали победу достаточно такую культовую для всего нашего движения. Юнайтед не сформировался? Ой, у них там каждый год у них проходили какие-то перетурбации, они там делились, распадались, переименовывались. То есть, за этим... К тому, что проиграть 9-рым 21 можно сразу поставить крест и расформироваться навсегда. Ну, там достаточно такая интересный момент был, там психологическая тема была, что ясно понятно, что в 9-ром тяжело 21 вытянуть, да. Вот, поэтому, когда после первой сходки нас, грубо говоря, там, ну, так сказать, привалили, да, мы перегруппировались, то есть мы такую взяли небольшую паузу и начали качать за одного человека, который был одет не по фанатской моде того времени, да, то есть как бы и начали им предъявлять, что они подписных подтянули гопоту, да, то есть как бы вы, ребята, так типа того, что так дела не делаются, вы тут не правы. Они как раз, видимо, почувствовали свою, так сказать, виновность, да, перед нами, что начали оправдываться, и как раз в это время, когда они оправдывались, один из наших товарищей зарядил погнали, а второй четко там слева сбоку срубил первого попавшегося типа, который стоял. Вот. Ну и мы в 9-ром прыгнули на 20 человек. Из этих 20 человек, там, я не знаю, может быть, 12-13 убежало сразу же за дом. Вот. Пятки только сверкали, остальные все легли. Слушай, я знаю, что как раз Киров вы называете, или вообще их называют Лепси. Лепси. Лепси? Лепси, да. На первый слог ударения. Ну, на самом деле это все просто объясняется, потому что рядом с их домашним стадионом, рядом со стадионом Родина Киров, находится завод имени Лепси. Они производят, по-моему, насос или что-то такое, такую продукцию. И вот в этом районе, помимо названия завода, есть площадь имени Лепси, улица имени Лепси, там торговый центр имени Лепси, и на стадионе тоже была куча рекламы этого завода. Все это Лепси, ну, достаточно такое забавное название, то есть как бы и когда приехали, первые разы приезжали в Киров, то есть как бы кто-то увидел Лепси, посмеялись, как бы и решили, что все вокруг люди, которые сами Кировцы на этом называли так Лепси потом? Нет, я думаю, что им это не нравилось, то есть как бы нет, они себя так никогда не называли, они обижались на это название. Хорошо, давай второе место. Второе место – это тема в Кирове, когда мы приехали на футбольный матч «Динамо-машиностроитель» с «Локомотивом», по-моему, Нижний Новгород. По-моему, «Локомотив» они тогда были. Нижний Новгород, да, то есть там достаточно такая была забавная предыстория, вот, что Нижний Новгород, мы предлагали Нижнему Новгороду подраться, они не хотели и, так сказать, пренебрежительно бросили фразу, мол, типа, если вы что-то хотите, то приезжайте там к нам на матч, как бы это, и там все будет. Я теперь, что первый раз, что второй раз вы приезжали на Леваки? Да, первый раз мы приезжали на матч Родина Киров, Зоркий Красногорск, поддержать ребят из Красногорска. А здесь вообще футбольный матч. А здесь был футбольный матч, да, Динамо Киров. Да. Мы приехали в Киров с целью найти ребят, нижегородцев, которые приезжали на выезд в Киров. Вот, потому что мы точно знали, что у них будет боевой состав, потому что у них с Кировом были какие-то терки, какие-то трения, то есть как бы, что они привезут боевой состав, что они будут готовы к тому, что готовы будут драться, да, плюс Нижний приезжает драться с Кировом, тут еще нарисовывается Сыктывкар, который с нами. Они были в курсе, по крайней мере, они сами нас позвали, они сами нас пригласили на это мероприятие, да. Все против всех. И мы их, соответственно, очень долго там по Кирову выцепляли, мы встречали поезда, мы там, грубо говоря, у нас там скаут на ЖД вокзале, на автовокзале был, то есть мы их выцепляли. И когда не нашли, то есть как бы мы двинули в сторону стадиона, и там
как раз вот ребята, которые шерстили вокруг стадиона, нашли их рядом в парке, что они находились в парке, там, по-моему, порядка 42 человек, что ли, их было. Нижегородцев. Да, нижегородцев. У нас состав был 31 человек, что ли, как-то так. То есть нам ребята из Кирова помогали там в скаутинге, да, то есть как бы, потому что они знают... Какие друзья стали? Ну, там вот как раз, да, там ребята из УЦМа, которые как бы, так сказать, тянулись к нам, которые хотели с нами дружить. Вот, они нам помогали в плане того, что розыски. Но то есть в самой драке они участие не принимали, то есть как бы мы это обозначили четко сразу, что это тема сыктывкарская. Вот, нам никто как бы, нам никто со стороны не нужен, мы сами эту тему сделаем, то есть как бы. И, собственно, вот мы в парке их нашли, там какой-то такой небольшой был амфитеатр со скамеечками, вот, и там мы пересеклись. Сколько на сколько? 31 на 42, по-моему, как-то так. У вас меньше опять-таки было? Да, нас было меньше. Вот, ну и номер один, это, наверное, драка... Ну, чем закончилось-то, скажи? Чем закончилось? Тут так переходишь, да, как чем, понятно, что мы побеждаем. чем и все наши драки. Здесь как бы, исход был один, кроме одной единственной драки, как бы, которую мы... То есть нижние прям вынесли вообще? Ну да, там получилось так, что в первую сходку мы их, так сказать, разбросали. Да, они потом вроде как сгруппировались на сцене вот этого амфитеатра, да, импровизированно, встали около стены, чтобы уже, видимо, не убежать никуда, да, но, соответственно, мы поднялись на эту сцену и оттуда их скинули. Вот. Потом приехала полиция, милиция, еще тоже по-моему, в тот момент. И мы, соответственно, оттуда ретировались. А ребята из Нижнего Новгорода, по-моему, их там приняли. Петр, еще давай уточнение, года какие это были? 2004 год. Ой, 2005 это год. А первое? Первый 2003. 2003-2005. Да. Так, теперь переходим к третьей. Топ номер один, это, наверное, это наша лебединая песня, это наша последняя драка с Екатеринбургом. Который мы смогли... Год какой? 2009, по-моему, да? 2008 год. Тема достаточно, так сказать, давняя. Подраться мы хотели давно. С ними ребята тоже хотели с нами подраться. Йобург на тот момент на хорошем очень счету был чемпионом. Был хозяином Урала, да? Чемпионом Урала, хозяином Урала, да. То есть как бы им тема эта состоялась со второго раза, первый раз не получилось. У нас там небольшие проблемы с выездом из города возникли. Вот, Отсюда? Да, из Сыктывкара. Вот, но ребята энтузиазм не потеряли, желание не потеряли, дождались нас все-таки. Вот, ну и, соответственно, мы к ним приехали и вынесли. Здесь тоже такой момент. Вот, Тоже левак был? Нет, почему? Нет, это уже конкретная договорная драка, да, то есть как бы, Я к тому, что строитель не играл в Нет. Ровное количество. Это летом вообще была тема, то есть как бы там хоккеем с мячом и не пахло. Вот, это тоже, кстати, хотел высказать такое свое возмущение небольшое. Пересматривал тоже выпуски ваши с Екатеринбургом, с Маги, дружище, кстати, Маги, привет тебе. Вот, то есть как бы и с Пермью, там, и с Челябинском, вот реально провинциальные движухи, в истории которых мы оставили след определенный. Вот, и никто из них, никто про Сыктывкар почему-то не сказал, никто про Сыктывкар ничего не вспомнил. Вот. Не знаю, с чем это связано, как бы ребята, может быть, в дальнейшем расскажут, объяснят, но со всеми вот смотри, да, здесь как бы получается такая история, что в радиусе там 2-2,5 тысяч километров ты спроси меня про любой движ какой-то, да, я тебе скажу, то есть как бы, что, либо мы их выносили, либо они засали с нами драться. То есть вот назови любой город, который ты, в радиусе 2000 километров, который ты знаешь, засали. Ледяной. Причем я тебе скажу, засали 2 или 3 раза. То есть как бы 2 или 3 раза мы с ними договаривались. Один раз вообще все на мази было. У нас уже заказан был автобус, мы должны были ехать в Пермь, прям в саму Пермь, драться с ними. И буквально там за день, что ли, до темы, они сказали: ребята, извините, у нас там какие-то проблемы. То есть никто же никому не объясняет, там проблемы семейного характера, знаешь. То есть, как... И мы Челябинск? Засали. Тоже был автобус заказан? Нет, автобус не был заказан, но с ними были переговоры. Кстати, Добка, тоже тебе привет. Вот, с ними были переговоры, они тоже вроде как поначалу там соглашались, но потом спрыгнули с темы. Так, если север смотреть, наверное, Питер, Ярик. С Яриком была тема одна очень забавная и неприятная.
Вот, когда у них, по-моему, драка была с Самарой, они там проиграли, решили... Мы вообще до Ярика пытались добраться очень долго, то есть мы с ними пытались подраться, там, может быть, там, на протяжении года, лет 3, они нам были интересны для того, чтобы, как бы, ну, для того, чтобы вот как определенная ступенька, мы же как, ну, мы как шагали постепенно, да, то есть мы начинали с низов, постепенно, наша основная цель всегда была Москва, мы это никогда не скрывали, у нас это есть и в «Кирпиче» в 3 статья отличная, вообще прекрасная по поводу нашей вот философии, чего мы хотим, к чему мы стремимся, ну, вот, и там очень пророческие вещи есть. Как раз наша мечта о том, что мы там приезжаем в Москву и деремся с Москвой, выносим Москву, то есть, как бы, ну, то есть такие вещи, они были у нас в головах еще там в 2002 году, то есть как бы мы постепенно к этой цели шли. И Ярик как раз вот это одна из ступенек была для того, чтобы вынести их, для того, чтобы пойти дальше там куда-то, ну, стать еще ближе к Москве. Вот. И мы эту тему пытались там организовать года 3, наверное. Мы им писали, поначалу, конечно, они нам отвечали, что как бы, что, ну, вообще, вот из темы, знаете, как ты говорил, да, вы не что... относитесь к голофутболу, вы нам не интересны, то есть попробуйте там, поделитесь там какую-нибудь Вологду, там, вынести еще там кого-нибудь. Мы вынесли Вологду, опять к ним с вопросом о том, что, типа, ну, может, подеремся. Они как бы опять какую-то причину находят, чтобы с нами не драться. И вот они получили там звездюлей от Самары, там у них какая-то такая большая тема там была, 200 на 200, и решили вектор свой поменять, что, типа, мол, того, что нужно как бы как можно больше драк, и вышли, по-моему, уже сами к нам с предложением, типа того, что там 33 на 33, давайте, ребята, с вами подеремся где-то там на нейтральной территории. Мы только рады были этому, да, соответственно, наконец-то, там спустя 3 года свершилось, да, что мы наконец с Ярославлем подеремся. Опять же, уже был заказан автобус, уже там ребята из Ухты были куплены билеты у них на поезд, они обычно на поезде добирались, да, до Сыктывкара. Вот. То есть у нас, получается, вечером мы выезжаем на автобусе, на следующий день драка, а с утра, в этот день, когда мы должны выезжать, они нам пишут о том, что, как бы, ребята, извините, мы не сможем поехать тоже там по каким-то семейным обстоятельствам. То есть так же, как и Пермь? Ну, типа того, да, только Пермь там за 2 дня сообщил, а этот прям в день отъезда, то есть когда у нас уже, опять же, то есть как бы у нас там половина брони, там взяли, да. половина брони за автобус не вернулась, то есть мы там финансовые потери понесли определенные. Да, когда у людей там отпуски были согласованы, когда у ребят билеты на поезд там куплены, то есть как бы, ну, все это просто пшикнуло и все. Вот, то есть тему с Яриком уже там Яндекс Строй завершали, то есть как бы и думаю, они расскажут, да. Да, они уже сами там расскажут эту галочку, это гештальт это закрыли, Ярославский. Давай вернемся к Екатеринбургу, а то мы коснулись, как все было и чем закончилось, насколько было? Там была драка 33 на 33. Вот, ну, там достаточно такой плотная, качественная драка была. Это в городе прям было или где? Нет, это было, по-моему, 100 километров от Екатеринбурга, да, там на трассе, на поле, такое красивое поле русское. Вот, то есть, как бы, сошлись, так сказать, в первой сходке практически все решило, там вторая сходка была такая чисто номинальная, для того, чтобы уже никого сомнений не возникло, что, ну, там, грубо говоря, кто встал, остатки остались, то есть, чтобы уже не было никаких потом в интернете, там же раньше в то время, ты же помнишь, да, что как бы, происходила драка, было 2 версии событий, да, что как бы вроде как одни писали «мы победили», вторые писали «нет, мы победили», и там как бы, ну, не найдешь, кто на самом деле победил уже по факту, да. То здесь уже мы старались так, что как бы, ну, чтобы уже было все конкретно, очевидно, ясно, понятно, чтобы никаких вопросов не возникало, и у противоположной стороны не было возможности написать, что вроде там ничейка там с каким-нибудь там минимальным преимуществом Сыктывкара там, вот, поэтому... Слушай, ну эти победы эти все не просто так давались, вы как-то, наверное, тренировались, единоборством, да, занимались, как это происходило? Слушай, ну да, конечно, спорт это был неотъемлемой частью всей движухи, и как раз вот на какой-то такой, так сказать, поток обязательный, это было поставлено уже после темы с корпусом. Потому что тема с корпусом нас просто очень много нам дала. Тема с корпусом это как раз самое единственное поражение, да, насколько я знаю, которое было в истории. Да, это 2006 год был, мы как бы сами искали, это мы уже как бы, ну, как я уже говорил. Это как раз мечта выйти на Москву. Да, эта мечта была выйти на Москву, мы искали варианты, как это сделать, кого-нибудь, причем как бы, ну, мы думали, в принципе, то есть как бы, ну, у нас сразу было понимание, что мы можем выбрать там любую контору московскую, да, то есть как бы, ну, то есть мы можем выбрать каких-нибудь там молодых и там каких-нибудь постарше, да, но в принципе драться с нами будут там люди разношерстные. То есть, если мы забьемся молодежью, то там, возможно, кто-то будет из основы. То есть, как бы, ну, что для Москвы это нормально. То есть, на тот момент мы это прекрасно понимали, и нам, в принципе, было, ну, как, ну,
это для нас не было там главенствующей роли, да. Мы были молодыми, мы были там амбициозными, немножко, как сказать, с ветром в голове, да, то есть как бы нам было без разницы, вот у нас была идея фикс подраться с Москвой, мы хотели подраться с Москвой. Да, мы через через парня, который родом из наших краев, через тундру, вышли на, так сказать, на гладиаторов, мясную фирму знаменитую, вот, и попросили у них найти нам какого-нибудь там оппонента из молодежи, вот, для того, чтобы нам подраться там 20 на 20. В Москве у нас был выезд, по-моему, в Красногорск мы ехали, да, на выезд, на Зоркий. Вот, и заодно как раз подраться с Москвой, то есть как бы мы считали, что мы созрели, что мы готовы. Потянем. Да, что мы уже можем, да, то есть как бы до этого уже было много драк, то есть как бы там и Вологда, и Ижевск, и Киров, там, и Нижний Новгород, то есть как бы там всех мы выносили. Мы решили, что да, что мы уже готовы с Москвой потягаться. На их территории нас встречал человек, с которым мы, кстати, вели переговоры. То есть это был забив с красно-белыми? Да, это был забив с мясной фирмой, называлась она тогда «Корпус». Вот. У тебя не было противоречий, ты всю жизнь топил за «Спартак»? Нет, здесь абсолютно Рубишься? нет, абсолютно нет, никаких противоречий, то есть как, мне без разницы было с кем драться, абсолютно, тем более, что мы как бы, мы тогда представляли строительство Сыктывкара, причем здесь красно-белое. Хорошо. Да, нас встречал человек, с которым мы договаривались по поводу этой драки, вот, и он сразу, как только мы повстречались, у него было такое пожелание, что типа того, что как бы, ребят, там типа того, что это молодежь Васи Киллера, вот, что он как куратор там, да, то есть идейный вдохновитель, то есть как бы у него вот пожелание такое, чисто по-братски выскочить вместе с ними, то есть встать в состав, встать в грядку, да, то есть как бы вы спрашиваете там, против мы или не против этой темы. Вот. Вы уже знали, кто такой Вася Киллер? Да, ну конечно, да. То есть как бы Вася Киллер еще гремел там со времен там, с 90-х годов, да, когда Там наоборот только был когда плюс, эти да, что типа. фанзины эти были, да, там как они назывались-то, Ультрас Ньюс, по-моему, да, там уже про Васю Киллера писали, да, то есть это был человек-то очень знаменитый в кругах около футбольных. Вот. И мы, в принципе, то есть как бы поначалу мы как бы сказали, типа, не, нам это не интересно, то есть как бы мы приехали там драться с корпусом, давайте соблюдать договоренности и как бы не отходить от оговоренных, да, условий. Вот. Но ребята настаивали на этом, то есть как бы очень, так сказать, настойчиво настаивали. Вот. Но, в принципе, то есть мы, посовещавшись, решили, что это какая разница, пофиг, будет Вася Киллер, будет Вася Киллер. Вот. То есть как бы и сказали, дали свое добро на это, на все. Вот. Но надо понимать, что мы достаточно на таком были расслабоне, на достаточно таком хорошем. Состав у нас был не оптимальный. Вот. То есть там где-то порядка 5-7 человек, основных бойцов, не присутствовало. Была молодежь, там человека 3, по-моему, которые вообще до этого ни разу не дрались. Вот, и которых я даже сейчас не вспомню, как зовут, и вообще кто эти люди. То есть, как бы, там такие ребята просто хотели там подраться, проявить себя там на секторе давным-давно ходили, но в драках нигде не получалось поучаствовать. Мы, собственно, опять же говорю, ни о чем не сожалеем. Драка дала нам вообще просто колоссальный опыт и колоссальную пищу для размышления, что нужно поменять, что нужно... Почему проиграли в итоге? Почему проиграли? Ну, потому что у них состав был лучше. Потому что у них, как потом уже оказалось, как потом уже пообщавшись с людьми, опять же, там из армейского движа, да, то есть, которые нам сказали, ребята, вы там что, до сих пор думаете, что вы с корпусом, что ли, дрались? Там все гораздо, там по-другому. Там сборная солянка, там Юго-Запада была, грубо говоря. Вот. И там люди из ГФ были, и вы говорите, вы что, типа, потому что Вася, если встает в грядку, он один никогда не станет, приближенные по-любому будут. Вот. Ну, нам, как бы, знаешь, нам было все равно, без разницы. Мы ехали туда за конкретной целью, то есть, как бы, нам ее, к сожалению, не удалось добиться, да, вот. Но я думаю, что мы очень достойно выступили. Вот. Драка была там где-то порядка 6 минут, вот. Нас так и не положили, в конце концов, то есть у нас даже как мы все считаем, что наша первая сходка, она была за нами, то есть первая сходка, когда прошла, она была за нами. Вот. Если бы мы не начали перегруппировываться, там у нас один человек закричал «группируемся», и люди там, грубо говоря,
оставили свои позиции и начали группироваться, да, то есть как бы если бы не этот крик и не вот эта вот ситуация с группировкой, то не знаю, как бы еще получилось. То есть, я думаю, что шанс у нас был победить. Вот. Но вот эта вот группировка, когда мы сгруппировались... Потом долго обсуждали, да, эту тему? Это тоже был один из векторов разбора полетов, да, и как бы после этого у нас было четкое указание, что вот, ну, такие вещи, такие команды дают только 2 человека. То есть в драке могут только 2 человека такие вещи кричать, которые там самые опытные, да, и только когда они говорят об этом, тогда, соответственно, народ группируется. И была тема, я не знзнаю, с человеком не стоит будешь разговаривать, была тема на югентах, когда как раз вот эти вот два человека отвечали, которые за перегруппировку, за эти вещи, да, они как бы, ну, они смотрят драку с 2 сторон, и еще у нас один парнишка такой, достаточно эмоциональный, вот эту тему начал кричать, то есть как бы там получилось так, что сходка первая, да, опять же, вот, ну, как дежавю, знаешь, с корпусом, то есть опять же, видно, что преимущество за нами, да, то есть как бы, что ребята вот, ну, что ребята побеждают, да, и вот если сейчас группировать, то есть как бы, если, грубо говоря, не было этой ситуации с корпусом, то, может быть, с югентами произошла вот эта вот самая ошибка, знаешь, что они на эмоциях, подавшись эмоциям, начали бы там группироваться, да, опять же встали и там, ну, как с корпусом были, сгруппировались, встали, но не прыгнули. То есть встали, чуть-чуть задержались, прыгнуло мясо, и, соответственно, нас там теснило, потихонечку по одному выдергивало, запинывало, добивало, да, то есть как бы в результате нас там осталось из 20 человек, там стоять, по-моему, человек 8. То есть нас все теснили, причем уже в голове такие мысли, знаешь, что просто положите. Хватит уже вот этого, знаешь, вот выдергивания по одному, просто прыгните толпой, положите, и все, и закончим на этом. Вот. А так как бы, ну, вот это вот теснение, там, бам, одного выдернут, бам, там, другого выдернут, то есть как бы группа, то есть стоим друг напротив друга, они боятся, то есть по одному дергают, боятся прыгнуть, потому что как бы уже наполучали там, вот. И мы не можем решиться, потому что уже сил нет, уже и количество меньше, нас там в 2 раза меньше, да, остается, то есть мы просто держим позицию, вот. И вот он кричит там Петя группируй, там, Вася группируй, потом мудаки, блядь. А мы, соответственно, то есть, как бы, ну, мы видим эту ситуацию, мы не группируем. У нас ребята как бы, ну, нормально работают, нормально действуют, и ту драку мы выиграли. Опять же, то есть, как бы, ну, знаешь, вот я говорю, эта драка с корпусом, то есть, как бы, она нам очень много дала. И после этой драки как раз и началась вот эта тема обязательного занятия спортом. То есть, если до этого спорт у нас приветствовался, да, но не был в обязательном порядке. То есть были у нас люди, которые вообще там спортом не занимались, но при этом были движухи, то есть как бы ездили и махались, то есть как бы, да. То есть сейчас это стало обязательным. То есть кто не занимается спортом, тот на драку не едет, тот в состав не встает. И в зависимости от того, насколько ты успешен там в спорте, у тебя уже определялось твое место как раз по линиям. То есть там 1-я линия, 2-я линия, 3-я линия. Вот. Здесь как бы было, здесь как раз вот, ну, вот после драки с корпусом как раз это и появилось обязательное занятие спортом. Как ты сказал, лебединой песней был 2008 год против Йобурга. Да. Потом как развивались события, когда Строительный хулиганс прекратил свою активную деятельность? Да, ты должен понимать, что когда были драки там с Вологдой, с Ижевском, с корпусом, там дальнейшие с Нижним, ну, с Дзержинском, с сектором А, вот, с Йобургом, то есть там везде присутствовала молодежь. Там везде присутствовали Young Destroyers, просто, так сказать, общак назывался как Строительный хулиганс. То есть везде это под брендом Строительный хулиганс происходило. Но Young Destroyers тоже дрались в этих драках. Они, так сказать, выливали Строительный хулиганс и дрались. После Йобурга они уже, так сказать, стали обособленной такой боевой единицей. И как раз вот у них там крещение было с Ярославлем. Они никому не сказали о том, что они эту тему делают, ну, из старших. Поехали, самостоятельно договорились, самостоятельно поехали, самостоятельно сделали, потом позвонили нам по телефону и сказали, мы только что отпиздили Ярик. Мы такие, по-моему, в качалке тогда еще были, там что-то качались, а звонок от них. Ну вот так вот они, так сказать, вылетели из гнезда и полетели уже самостоятельно дальше. Сделали то, что нам вот в 2006 году оказалось не под силу. А они, соответственно, вылетев, оперившись, разнесли и Питерскую лигу, и Югентов, и девятку, основной состав. Когда вообще Строительный хулиганс прекратил свое существование?
Ну вот после драки с Екатеринбургом было общее собрание, на котором было принято решение, что надо давать дорогу молодым, что как бы что мы уже, так сказать, себя в какой-то степени исчерпали, да, и для того, чтобы не мешаться, надо двигаться дальше молодежи. Хорошо. Давай такой вопрос задам тебе. Как ты считаешь, фанатизм и околофутбол в России живы сейчас? Фу, слушай, я не знаю, я очень далек сейчас от этой темы, вот, поэтому я тебе здесь, я не эксперт. Я не эксперт. Ты же читаешь интернет, разговариваешь с людьми. Я считаю, что все в этой жизни эволюционирует. То есть и мы как раз вот эту эволюцию, я эту эволюцию на себе я прочувствовал. Я там пришел на стадион в 97 году, да, и был в этой теме там до 2008 года. То есть десятилетие, и за это десятилетие произошла большая эволюция. Сейчас с 2008 там, по 2021 еще прошло 13 лет. Я думаю, что это эволюционирует еще. Я просто не в теме, я просто не знаю. Но через 10 лет, я думаю, тоже будет какой-то околофутбол, но он просто будет немножко другой. Он подстраивается под реалии, подстраивается под тенденции, под какие-то модные вещи, под прочие вещи. То есть, как бы, ну, вот он видоизменяется, но то, что он мертв по сравнению с 2008 годом, конечно, он мертв. То, что было в 2008 году, ну, как говорится, там были и бабы сисясти, да, и пиво вкуснее. То есть, как бы, и околофутбол. Струей можно было разбить лед, да. Да, и околофутбол был совершенно другим. То есть, как бы, по сравнению с 2010 годом, конечно, он умер. То есть, уже нет того околофутбола. Но также можно было сказать и в 2008 по отношению к 98 году. Знаешь, ну, что да. Околофутбол 98 года умер, в 2008 году все по-другому. Не, ну нулевой, это, я считаю, расцвет был самый. Ну, конечно, рассвет, там это было модно, там это по центральным каналам показывали, то есть вещи там типа Россия, Швейцария, футбольный матч этот, который показывали там, да, на Динамо. То есть как бы это же все смотрели такие, о, ничего себе, и народ тянул, это как реклама была около футбола, знаешь, стопроцентная, то есть как бы, и в принципе то же самое там государство правильно сделало, что запретило все это показывать по центральным каналам, потому что, ну, это реально была реклама, это реально народ привлекало к тому, чтобы идти и вливаться в ряды там каких-то фанатских объединений. Слушай, перейдем к сборной России по бенди. Поддерживали команду, да? Сборную, да, поддерживали, ездили даже на чемпионат мира в 2006 году в Швецию. Достаточно такой у нас хороший Я трip знаю, был. там резонансный был, да, какой-то ваш выезд? Ну, такой достаточно, резонансный и интересный. Россия чемпионом стала в том году по хоккею с мячом. Опять же, это... Вы, по-моему, не видели, да, как Россия поднимает кубок? Вы в это время были в полиции. Мы были не в полиции, мы были как сказать, я не знаю, как это в Швеции называется, в Бобике, то есть мы были... Рядом с стадионом? Нет, мы были еще в подтрибунном помещении в это время, да, нас там, как сказать, обыскивали, прочие вещи были. Меня не обыскивали, да, потому что меня за компанию взяли, потому что парней, которых забрали сектора, мы как раз... Какой это год? Это 2006 год, это, получается, финал был Россия-Швеция, это, в бенде это классика, Россия-Швеция, две самые сильные сборные. Финал был, счет был 2-2. Вот, и на последней минуте забивается гол, а мы к этому времени там, за 10 минут до конца мы разделись по торсу, мы шизили по торсу, поддерживали команду в таком полуголом состоянии. И тут нас предупреждала местная полиция, потому что мы после первого гола запалили фейера, нас предупредили, сказали, что так делать нельзя, то есть как бы вы за это там, будете иметь проблемы с законом, то есть как бы у нас здесь так нельзя делать. Мы сказали хорошо. Но, опять же, вся пиротехника, которая у нас была припасена там, да, на эти вещи, она вот как раз и запалилась, когда забили на последней минуте третий гол, 3-2, то есть развязка, big drama show, как сейчас модно говорить. Вот. И, соответственно, эта вся пиротехника пошла в ход. Вот, начали сразу пытаться дергать, стюарды начали дергать парней, которые были с фаерами, их, соответственно, начали отбивать. Вот, прилетела полиция, забрала там 4 человек. По трибунное помещение, естественно, в том, в чем они шизили, да, то есть как бы в полуголом состоянии. Вот. Причем забрали выборочно абсолютно, то есть, как, знаешь, даже не те, кто держал фаера, а просто как-то, дернули 4 человек. А только сыктывкарские парни с фаерами были, поддерживали по торсу были, или были какие-то еще Нет, россияне? там были ребята с Красногорска, 3 человека было с Красногорска, вот. Но там я просто не помню, то есть, как бы, раздевались они по торсу или нет, или стояли рядом просто, как бы, да. Я просто помню, я помню за себя. Чем закончилось в итоге? Да ничем, привезли в участок в местный, достаточно такое интересное местечко, где
как назвать-то человеческим языком-то, охранники или вертухаи. Типа, ну да, надзиратели такие, девушки-викинги, блондинистые, высокие такие, симпатичные. Вот, Как из группы Абба? Да, как из группы почти, да. Вот. Ну, продержали нас там пару-тройку часов, потом вызвали на допрос, но мы сказали, что мы как бы ничего криминального-то мы не сделали, то есть мы просто были очень рады, что Россия стала... Укатился с третьего яруса. Это попадет в эфир? Лучше не надо, да. Вот, то есть, просто... Закончился хэппи-эндом. Ну да, мы объяснили, что мы как бы просто радовались победе сборной России, она стала чемпионом мира. То есть, Вас потом в чартер не взяли? Команда? Нет, ничего нас не брали. Да? Ну, Слушай, Бенди команды и фанаты, они всегда были очень далеки друг от друга, то есть как бы здесь нету... Даже в Сыктывкаре? Не сравнивай, да, конечно, в Сыктывкаре, всем было плевать на то, что ребята там какие-то ездят, поддерживают, то есть как бы... И, соответственно, 2-3 часа нас продержали, допросили, вот, на допросах мы сказали все дружно, что как бы, что я не я, и попа не моя. Вот, что мы просто были рады команде, то есть не хотели никаких противоправных действий совершать, и нас всех отпустили. Там достаточно было, уже на тот момент достаточно цивилизованная страна была, наши вот эти вот протоколы допросов отправили сразу по электронной почте прокурору, вот, который дома прочитал их и вынес решение о том, чтобы нас как бы, нас просто отпустить и все. Вот. Нас отпустили, да, но вот возвращаясь к теме около хоккея, да, у нас была возможность со шведами пересечься, да, потому что как бы, в перерыве ребята там шведские лэс какие-то подходили и как бы, так сказать, присматривались к нам, да, то есть и мы, в принципе, были готовы к тому, что там в Швеции как бы уже какие-то движения были, то есть как бы, да, что мы можем там что-то поиметь в плане около хоккея. Вот. Но, к сожалению, вот этим планом не было суждено, потому что там 5 человек уехало в участок, 5 человек поехало за ними, да, то есть уже никаких там около хоккея не было. Но по рассказам одного из наших парней, то есть как бы он, после хоккея к нему подходили там шведские ребята и говорят, что типа, ребята вообще типа, вот именно которые около футбольщики, вот, что типа, ребята, вообще типа отморозки, то есть как бы, респектом вам и уважуха. Вот. Но, и опять же, то есть как бы ты уже, наверное, понял, что мы, выезжая там куда-то на выезд, да, там, на какой-либо, мы никогда без драки не возвращались. То есть мы, если куда-то ехали, нам нужно было обязательно подраться. У нас целью номер один была, то есть как бы это подраться. Вторая цель там поддержать команду. Вот. И мы, соответственно, то есть нам это не удалось сделать в Швеции. Мы возвращались через Питер, мы начали искать драку в Питере. Вот. И у нас была там незакрытая тема с Mobile Group, когда в 2004 году парни приезжали на «Зенит Спартак» и поучаствовали на Большом проспекте, по-моему, да? На Большом проспекте в теме, да, то есть как бы и после этой темы подрались с Mobile Group 5 на 5, потому что 5 человек приезжало там на эту тему, вот, и там такая драка была, так сказать, ничейная. Вот. Мы как раз договаривались, что будем там на обратной дороге, как поедем с чемпионата мира, подеремся там 30 на 30 с Mobile Group. Вот. И мы, получается, 10 человек возвращались из Швеции, а 20 человек еще специально поездом доезжало в Питер, приезжала на эту тему. Вот. Но, к сожалению, опять же, как у нас частенько бывало, в самый последний момент ребята из Mobile Group вот, с темы соскочили, конкретно лидер их. Вот, с темы соскочил и сказал, что драться они не будут. Мы в спешном порядке начали там обзывать. По той причине, что вы не около футбольщики, а около хоккей с мячом? Ой, опять у них какие-то там семейные проблемы, может быть, случились там по семейным обстоятельствам, я не знаю. Ты же прекрасно понимаешь, что никто никому ничего не объясняет в те времена, знаешь, и как бы никто тебе, даже там, если как бы, в основном причина отказа всегда была, там, знаешь, испугались. Банально, да. Да, что кто-то там сказал, да нафиг, я не поеду драться, там 1, 2, 5 человек сказали, состав уже не набрался, и все. А что лидеру делать? Лидеру остается только сказать о том, что мы не можем приехать, мы не можем поехать. Ты самый зверь из Сыктывкара, я не поеду. Я не поеду. Здесь как бы, это лучше у них спрашивать, почему они отказались в свое время, да, вот. Ну и, соответственно, мы начали искать по Питеру оппонентов и не нашли.
и не нашли, потому что как бы, ну... То есть 20 человек из Сыктывкара разгоняли в Питер? Сыктывкар-Ухта, да, приехала в Питер, как бы. Погуляли по Питеру и вернулись назад. И мы ничего не можем найти. Соответственно, мы, опять же, то есть как бы мы в Питере понимаем, что мы приехали, не понравились, люди приехали, да, то есть как бы ситуация такая, достаточно патовая. И когда мы уже по Питеру поняли, что ничего не будет, мы сели, начали думать и начали просто тупо смотреть маршрут. Вот мы едем из Питера до Сыктывкара, и какие города нам попадаются по дороге. Действительно, настоящие гопники. Какие города нам попадаются по дороге. И у нас там Вологда и Череповец по дороге. Вологду мы уже били в 2005 году, да, то есть как бы. Но с Вологдой у нас так получилось, что вот мы вот с кем мы дрались, у нас со всеми, с ребятами практически хорошие отношения после драк. То есть мы практически со всеми, там, ну, дружеские отношения у нас оставались с ребятами-лидерами, с которыми договаривались, да, то есть как бы. И мы такие, Вологду, давайте еще раз в Вологду. Вот. Мы звоним Лацио. Кстати, тоже привет ему огромный. Вот. Отличный парнишка. 1000 лет его не видел. Звоним Лацио, говорим, Лацио, мол, так, мы с Питера возвращаемся, нам нужно подраться. Типа того, что хотите. Он говорит, не, парни, нам в 2005 году хватило. Мы говорим, слушай, Лацио, а есть кто-нибудь, допустим, в Череповце есть движуха? Он говорит, есть в Череповце движуха. Я говорю, слушай, а ты можешь у них как бы спросить, хотят они подраться или нет? Он говорит, а какие составы? Слушай, мы говорим, нас 30 человек, как бы, а сколько их будет, вообще без разницы, абсолютно. Пускай там собирают, сколько они соберут, вообще плевать. Вот. Он такой, ладно, хорошо, там перезванивают через час, они, говорят, готовы, согласны. Мы такие, отлично, мы посмотрели, у нас по билетам там час остановка в Череповце, то есть мы едем с Питера, доезжаем до Череповца, слазим с поезда, деремся, садимся обратно, едем в Сыктывкар. Вот. Мы когда Опять-таки победа была, да? Лацио, да. Мы приехали в Череповец, а там получилось так, что они нам сказали, у нас типа только 25 человек, а нас 30 человек. Мы там начинаем 5 человек отсеивать, никто, естественно, не хочет, все же такой путь проделали, там была тема, на спичках тянули. Ребята, кто там спички короткие вытянул, очень расстроились. Но когда мы пришли смотреть место проведения, да, мероприятия, мы поняли, что, что там толпа будет, что там не будет 25, что это подстава. Вот. Мы решили, раз ребята так хотите, то как бы мы выставим весь состав, что нам 5 человек сбивать. Ну и вот мы, получается, в 30 человек вышли, а там где-то порядка 42 или 45 человек было. Где-то около полтинника. Вот. Ну да, собственно, тоже победили. Петр, давай к веселым историям, чтобы уже на пафосной ноте закончить. И будем подходить уже к концу. Какие-нибудь такие вот, может быть, какие-то угарные адовые истории. Я знаю, что там был какой-то случай, где в полной темноте у вас происходило пересечение. Да, это вот как раз то, что я рассказывал. Это даже 2 раза даже было. То есть первый раз это Ижевск было, второй раз это был Череповец, да, когда в полной темноте, когда и били своих и прочие вещи, да. Но здесь как бы такие рабочие моменты. Веселая история. Слушай, веселая история, вот мне как на память приходит, это как раз на теме с югендами. Когда Ян Destroyers дрались с югендами, мы эту тему делали через Васю Киллера. Ему тоже, кстати, вечер приветов, вечер воспоминаний, всех вспоминаю с теплотой, всех ребят, с кем дружили, с кем общались по этому поводу. Вася, тебе тоже огромный привет. Тоже 1000 лет Василия не видел. Все парни скучают по тебе. Я думаю, дай бог свидимся, да. Вот, тема с югендами, мы ее делали через Васю, и мы пришли на поляну первыми, построился состав Ян Destroyers. А у нас там была своеобразная тактика, что у нас самые маленькие коренастенькие парни, они в первую линию становятся, да, для того, чтобы уйти в борьбу с первой линии югентов. Это, кстати, тоже такая тема, достаточно, опять перепрыгну, ничего страшного, да? Да нет, такая тема, да, что наши драки как раз были тактически очень грамотно выстроены. Может быть, это тоже один из успехов, один из таких вот успехов нашей победы, в наших победах, да, что у нас была тактика на драке, у нас было бы. И здесь с югентами как раз эта тактика сработала. Ну и вот, в общем, мы выставили построение, да, то есть первый ряд низенький, там вторые чуть повыше. И Вася так смотрит на парней. И такой говорит, ребята, что это ваш состав, да? Мы такие, да, Вась, конечно, да, это Ян Destroyers. Он такой, а что они такие маленькие-то?
Мы говорим, слушай, Вася, ну, у нас всегда так было, знаешь, что как бы, что мы и меньшим количеством, и меньше по габариту. Я не вспомню ни одной драки, знаешь, где мы были больше по габаритам, больше своих соперников, да. То есть, ну, вот этот северный народ такие небольшие, у нас здесь солнышка мало, мы вверх не растем, в основном вширь. Ну, вот, как бы он такой, блин, слушай, ну это вообще как-то, ну, слушай, я договаривался с серьезными людьми, то есть как бы, ну как это, сейчас вот как вы за 5 секунд прыгаем, говорим, Вась, не переживай, все будет нормально. Он такой, слушай, слушай, не. А хотя нет, хотя вот там, говорит, вот один вот человек, говорит, справа с краю, как бы, говорит, такой, ну, здоровый, мощный, как бы, вот этот нормально. Говорим, слушай, Вася, это он не дерется, он из тройхолса, он там их выстраивает. Он такой, да, елки-палки, говорит, вы что, это же... Мы такие, Вася, все, давай, не переживай, успокойся, как бы, сейчас все будет, сейчас все сам увидишь, как бы, это, шансы есть. Ну, вот такая история веселая. В итоге выиграли, да? В итоге, да, в итоге слово сдержали, да, в итоге Вася после этой драки, он не мог поверить. Не мог поверить, то, что он, во-первых, что это произошло, во-вторых, что он это видел своими глазами, у него было столько эмоций, он был так впечатлен, он там, ну, грубо говоря, у него вот просто вот одни междометия были. То есть тактика была, что вот эти мелкие парни хватали и переходили в парте, да? Да, то есть вперед, а именно борьба. Ну, они как, они завязывали. То есть они, как обычно Москва дралась. То есть у них first line это были самые крутые бойцы. Наша задача была нейтрализовать их самых крутых бойцов. Как их можно нейтрализовать? Затянуть в партер, перевести на землю. Сзади шли у нас ребята, кто погабаритнее, и боксеры. Вот они, грубо говоря, борцы первый ряд переводили, а боксеры уже шли и хлопали. Там не то, что остальных, хлопали тех, кто лежит, first line хлопали, а потом уже кто там сзади находится. Плюс еще была еще тема с засадным полком, да, то есть с двух сторон по 2 человека забегало в края, либо вообще в тыл. Я не будем рассказывать, сейчас все будут всех побеждать. Ой, да господи, без проблем, нам не жалко. Нам не жалко абсолютно. По 2 человека, то есть отделялось вот так вот и оббегало сбоку. То есть, ну, там на видосах можно посмотреть, они прям вот так вот в бок забегают, и они, получается, там третья линия, там, ну, в зависимости от количества, они в третьей линии просто сеют панику, потому что люди в третьей линии, они как бы, ну, они первоначально, они начинают там осматриваться, там где-то подталкивать, а тут им бац, сбоку прилетает, сзади прилетает, они понять не могут, что произошло, то есть драка вроде только началась, а их уже бьют. То есть, как бы это тоже понятно. То есть первый ряд лежит, третий ряд в панике, а второй ряд уже кладется, там, чисто технически кладется, да, то есть как бы. И вот таким образом это было обкатано еще в Йобурге, да, то есть как бы. То есть такая полководческая хитрость опять-таки. Да. И насколько там было? С югендами 18/18. Хорошо, давай заканчивать. Если можно, какое-то пожелание вот молодому поколению вообще, понимание и от себя вот что ты можешь как подытожить, рассказать? Молодому поколению. Слушайте, ну я не знаю, на самом деле мы всегда были такой движухой, как правильно это сказать, мы всегда жили по совести. Вот. Мы никогда никого не подставляли. Мы там иногда погорали по этим темам, да, то есть как бы. Но нам казалось, что вот, ну, делать какую-то подлость, делать какую-то пакость, это ниже нашего достоинства. Вот. Но и, в принципе, я думаю, что мы были каким-то примером для ребят из провинции. То есть мы ребята как-то из небольшого городка, то есть как бы там в Сыктывкаре 200 тысяч населения, 250, в Ухте там 150 тысяч населения. Мы выезжали, мы там гремели по всей России, мы добивались целей, которые себе поставили. Вот. При этом, при всем, про нас, я думаю, что никто не может ничего сказать плохого. То есть ни один движ, никто про нас не скажет какой-то гадости, что мы там сделали что-то плохое. Вот. И, может быть, как раз молодому поколению, ребятам, которые там в околофутболе до сих пор, да, существуют, двигаются по этим темам. То есть, хочешь сказать, оставайтесь людьми, в первую очередь. Вот. И будьте честны перед самими собой. Ну и также ставьте перед собой цели, добивайтесь их и не бойтесь ничего. Опять же, в наше время, то есть как бы то, что нам помогало, я думаю, что для нас не было авторитетов. То есть у нас много было ситуаций, когда мы пересекались там с московскими движухами, да, то есть как было по провинции.
То есть в провинции вот этот вот авторитет московский, смотреть в рот Москве, знаешь, это было как бы на каждом шагу и везде. То есть все там вот эти вот топовые фирмы, там Ярославка, Ярославка, ого-го. Для нас это было вообще все эти атрибуты, вот этой вот важности, все эти атрибуты авторитета, для нас они не были никогда важны и ничего не имели. То есть поэтому, может быть, в том числе наша молодежь, как бы приезжая там драться с югентами или приезжая драться с девяткой, им было все равно. Им было без разницы, кто это, ну девятка, какая разница. Югента, это вообще без разницы абсолютно. Они верили в свои силы. Они верили в то, что наш принцип какой был всегда, что если каждый из нас будет драться до конца, то нас невозможно победить. Вот. Если мы приедем и каждый из нас не отступит, то есть как бы, а если кто убежит и не будет драться, тот пойдет домой пешком, его обратно в автобус там не возьмут и не примут. И это хоть и было как полушуткой, но я думаю, что если бы это было, то это, ну, то такого человека бы оставили там в этом городе, как бы, и нет. И никуда, он бы сам бы добирался, то есть как бы мы бы уехали без него, если бы случилась такая ситуация. И поэтому, возможно, скорее всего, вот складывать из этих много-много-много факторов, и сложились вот в эту нашу поступь вверх, то есть к апофеозом, которой стала драка там сосновой девятки, то есть как бы когда уже вот это уже конкретная югента, девятка, это уже конкретная Москва, это уже конкретная боеспособная Москва, которая топовая, которая там котировалась, которая находилась на каких-то вершинах, то есть как бы которые именно конкретно считались сильными оппонентами именно в полях. Именно в поле, на забивных темах. Вот. И здесь же как раз вот такой вопрос по поводу столицы и провинции, когда вот ты спросил меня, да, что около футбол умер. Он сейчас умер там в Москве, а в провинции он умер гораздо раньше. И умер он в большей степени благодаря той же Москве. Потому что Москва в конце 2000-х, начало 2000-х годов, да, она начала политику экспансии. То есть все топовые движухи, там, конские, мясные, зенитовские, там, бомжовские, все они начали провинцию класть под себя. То есть свое крыло брать. Да, под свое крыло брать, там всякие ништяки, бусики всякие различные, там зеркальца, короче, провинции сулить, как аборигенам, да, типа того, что давайте с нами, как бы, а мы вам вот такие ништяки. И многие провинции велись, и многие движухи из-за этого просто потерялись. Сначала потеряли свою идентичность, а потом просто исчезли, то есть, грубо говоря, оттуда толковых ребят, там, бойцов забрали к себе под крыло забрала Москва, а вся остальная движуха, то есть, как бы, она просто умерла, потому что, ну что там, всех толковых людей забрали, кто остался, тот там через пару лет разбежался. Такой вот один из ярких примеров, то есть это, вот, допустим, Дзержинская движуха, сектор А. Были ребята по провинции, я считаю, что как бы, ну, нашего уровня, реально, то есть с огромным потенциалом, спортивные ребята, жесткие ребята. Просто, то есть как бы, ну, вот мы на них смотрели и видели себя. То есть видели себя там на 2 года младше, грубо говоря, да, условно. И они, в принципе, и двигались, то есть они много кого по провинции выносили. С ними там, они там пытались выходить на Москву, с ними там ребята из Москвы отказывались, там некоторые начинали отказываться драться. Ну, вот как история, грубо говоря, как наша повторялась. То есть, и, ну, что с ними приключилось? Где они сейчас? У них ситуация с Ярославкой, то есть они там за значки, за футболки, они легли под Ярославку. Ну, там, так сказать, у них там двоевластие было, да? Вот, кстати, еще раз привет собаке, тоже друже мой из Дзержинска. И, кстати, человек, который не лег под Ярославку, вот, который пытался сохранить вот эту вот аутентичность. Да, пытался сохранить, но там другой у них лидер был Гашан, да, который как бы в сторону Ярославки просто ну, как сказать, слюна у него текла, ему очень там хотелось значок, потом футболочку получить, просто идея фикс у него какая-то была, вот, и он, соответственно, всех топовых своих бойцов, всех ребят, то есть как бы все-таки туда сманил, вот, ну и все, и сектор А как таковой перестал существовать. Они там вроде как еще делали какие-то темы, да, но все уже понимали, что эти люди с Ярославкой, с провинцией, естественно, с ними вообще никто драться не хотел, потому что как бы они понимали, что если это сектор А, то там как бы, ну, то там будет подстава с Ярославки, да, то есть как бы хоть таковое могло и вообще и не быть, да, по сути, по своей. То есть уже определенное клеймо какое-то поставили? Да, определенное клеймо поставили, и они, грубо говоря, бросили эту затею и стали там кататься
за армейскую движуху и драться там за Ярославку, драться в их матче. И так по провинции, я говорю, очень много таких тем. А потом началась тема, что провинция перестала доверять друг другу, потому что как бы этот под Москвой, этот под Питером, этот там еще где-то, то есть как бы все боятся подстав. Что выйдет не конкретно там Владимир, да, с которым мы тоже предлагали драться, и который тоже там, как и Воронеж, тот же самый, да, которые там придумали всякие различные отмазки, чтобы с нами не драться, вот, которые вот, короче, боялись друг друга, потому что эти под этими, и боялись подстав. И в конце концов, то есть провинциальная движуха, она взяла и умерла. Кто-то перекочевал в Москву, кто-то там просто загнулся, и все, ее не стало. То есть все сначала пошло на спад в провинции. В двух словах, может быть. И здесь, кстати, важный момент, что ни в одной нашей драке не было ни разу никаких подписных людей. То есть дрался исключительно Сыктывкар и Ухта. Всегда, вообще абсолютно. Сколько было слухов, знаешь, сколько там не говорилось о том, что как бы что кто-то там помогает, и там, и, опять же, когда с Васей Киллером началась там дружба, да, то есть как бы что там гладиаторы, там не гладиаторы, то есть как бы никогда ни в одной нашей драке никаких не было, во-первых, сторонних людей, а во-вторых, левых людей, никаких спортсменов, никаких как бы, людей там подписных, потому что, согласитесь, как можно, я еще понимаю, спортсмена можно позвать на тему, которая в твоем городе, да, то есть в Сыктывкаре, допустим, ты какую-то тему организуешь, ты позовешь какого-нибудь парня там с секции, там боксера, там борца, а ты представляешь боксера вывести там какого-нибудь хорошего боксера вывести там за 1000 километров, чтобы подраться, да он скажет, да вы что, ребята, мы таким даже не занимались, то есть как бы у нас ребята сами спортом занимались, и на драках ребята именно были, которые ходили на хоккей, которые шизили, которые как бы, которые имели прямое отношение там к строителю Сыктывкару, они же ездили и дрались. Как итог, жить по совести, сохранять аутентичность, и все будет хорошо. Я думаю, что, и ставить перед собой цели, которые добиваться, да, которые достигать. Все, спасибо тебе большое. У нас есть небольшой подарочек. Ой, еще подарочки будут? Колбаса. Колбаса из оленины. Да любую давай, там потом. О, став. Футболка, да, с нашим логотипом. Здорово. А эмки нету. Мы к вам приедем, мы вас отпиздим, мы в рот ебали ваш странный Киров. Привет. Мы пообщались с Петром, с представителем строитель Хулиганс. Он сказал, что появилась после того, как строители Хулиганс уже отошли от дел в 2008 году, дали дорогу молодым. И ты, как раз представитель этой молодой конторы под названием Young Destroyers. Откуда вообще взялось это название? Сразу по порядку вопроса пойдем. Строители Хулиганс хоть и отошли от активных дел, но они на каждом этапе помогали нам советом, консультировали, участвовали в переговорах с различными организациями, помогали нам с тренировками, собственно, до сих пор помогаем, до сих пор поддерживаем общение, поэтому я бы, наверное, не сказал, что они полностью отошли от дел, наоборот, эти дела перешли в другое качество, и, соответственно, мы здесь в плотной связке продолжаем все вместе работать. Что касается названия, то здесь, насколько мне известно, поскольку я в организацию пришел уже чуть позднее, чем она появилась. Что касается названия, могу сказать, что с его придумыванием нам также помогли наши старшие товарищи, и во многом благодаря им околофутбольная общественность знает организацию Young Destroyers. Не кажется ли такое, знаешь, как дисгармония? То есть там парни строитель строят, а вы Destroyers разрушители. Скажем То есть так, они построили, а вы рушите, что ли? Если то, что они построили, мы, наоборот, старались приумножить, но у слова «разрушители», «destroyers» множество коннотаций было. Прежде всего, хочется верить, что мы разрушали имидж бесполезной слабой провинции в глазах, опять-таки, всех околофутбольных кругов.
И, надеюсь, нам это удавалось сделать более-менее успешно. Ты и представители Young Destroyers ходили на стадион, поддерживали строителей, вообще в ультраскультуре участвовали? Да, конечно, участвовали, но все-таки, когда Young Destroyers начали входить в силу, мы уже взяли так называемый польский вектор, и посещение сектора уже по остаточному принципу. Все-таки спортзал, выступления в лесу, они в приоритете всегда были. Поэтому кто хотел, ходил, кто не хотел, не ходил. Здесь Все равно преемственность была, то есть как бы вас объединял все равно это бенди, хоккей? Конечно, конечно. На местный матч старались все равно организованно выходить, поддерживать команду. Но опять-таки это, лично мне так кажется, что не было приоритетом. Никогда по этому поводу никто не ссорился. И просто дело вкуса. Как факультатив. Как Можешь ходить, можешь не да, ходить. как факультатив. Хорошо, давай-то перейдем к делам, как говорится, которые прославили Young Destroyers. Это те, не будет слова, знаменитые пересечения с Югендом, с девяткой. Может, еще кого-то назовешь? Давай, вот, наверное, топ-2 я сказал, да, может быть, кого-то в топ-3 еще добавишь. И расскажи подробнее о каждом из этих пересечений. А с девяткой, я так понимаю, была похожая тактика, или, может быть, ты как-то опровергнешь? Давай, короче, вот по эти два и третий добавь от себя топ. Ну, в топ-3 я бы добавил, наверное, Питерскую лигу, которая считалась на тот момент одной из сильных контор Санкт-Петербурга, зенитовских кругов, считалась молодежью мюзик-холла. Она как раз была одной из первых, вот из перечисленных тем, она была первой как раз из таких топовых кругов. Поэтому с ними также договаривались. Относительно небольшой состав, наверное, по российским меркам был, но мы опять-таки не стремились к многочисленности, лучше вывести маленький, но боеспособный. По 18 человек. Сколько было. у вас вообще выезжало обычно? Ну, в среднем 18-15 человек, не более 20. Последние То есть, темы, они были... От 10 до 20 человек вот это такое ядро 15-18, вот так вот. Young Destroyer. Да, ядро было такое, и... 15-20. Да, исходя из этого количества, мы уже нашу тактику-то строили. С лигой тоже тема была очень интересна. Для нас это был большой опыт, потому что все-таки одна из, Питер считаем столицей, одна из крупных столичных движух согласилась с нами уже полноценно посоревноваться. Вот, поэтому переговоры на тот момент шли достаточно напряженно, мы все нервничали, волновались, готовились, тренировались. Вот. Но как раз в том бою, насколько я помню, была применена впервые вот эта вот тактика, про которую ты сказал, когда первая линия, менее габаритные бойцы, стремится более габаритных бойцов оппонента связать временно, пока свои более габаритные бойцы разбираются с теми, кто идет после первой линии у соперников. В первую линию, как правило, все стоят самых сильных. Мы самых сильных, самых больших. Мы старались все-таки поменьше ребят поставить, но поэтому, соответственно, им борьбу и прокачивали. То есть первая линия как раз-таки... С лигой было именно так? С лигой мы эту практику как раз и впервые, наверное, откатали. Вот, тоже перевели перевели первую линию у них в партер, и, соответственно, потом небольшая свалка. Достаточно жесткое добивание, это был тоже урок первого московского пересечения с корпусом. Вот. Ну и, собственно, в этой свалке, когда своя первая линия разбирается уже с оппонентами соперника, они начинают помогать тем, кто держит габаритных бойцов оппонента. Вот такая вот тактика была. То есть у оппонентов тоже состав был достаточно габаритный, особенно спереди, поэтому к этому готовы были и просто их немножко приземлили для начала, а потом уже когда все встали на ноги, начали работать по лежачим. Для них был неожиданностью? Я думаю, да. Я думаю, неожиданность Не была. ожидали они Тогда еще тему можно добавить, что проходила зимой и достаточно скользко было. Вот. И многие ребята, видимо, этот фактор тоже не учли, в том числе с нашей стороны. Многие ездили там по льду ногами, там такая была лесная дорога. И отчасти это нашей тактике было на пользу, хотя от скользкого покрытия страдали мы тоже. Но мы-то и не стремились в стойке проводить бой, чтобы от этого не терять. Поэтому снег здесь, топология местности была на нашей стороне, и мы грамотно в тот момент воспользовались вот этим вот фактором. Вот, соответственно, если идти дальше, следующие были югенты. Ну, кстати, здесь тоже можно отметить, что по лиге многие бойцы, как нам стало потом известно,
Кто-то уже был в составе мюзик-холла, кто-то был на просмотре мюзик-холл. Со многими ребятами потом общались также, то есть они нам об этом прямо сказали. Фактически хлопнули мюзик-холл. Ну, я бы так не сказал. Наверное, ну, солянка какая-то наверняка была, но, наверное, считать их полноценным мюзик-холлом я бы не стал. Скорее всего, такие близкие к мюзик-холлу ребята, опять-таки, они же молодежи считали, соответственно, поставить пару ребят из просмотра или те, кто недавно вступил в ряды основной фирмы, наверное, это было не криминально на тот момент, по всем нашим понятиям. Вот, поэтому знаем, что были там в составе основные ребята, они сами об этом говорили, поэтому такое вот замечание. Хорошо, двигаемся дальше. Дальше следующие были югенты. Тоже удивили габаритами, удивили тактикой. На тот момент про эту тактику тогда еще, видимо, Питер не стал распространяться. Вот, про нее никто еще не знал, поэтому с югентами точно так же решили действовать. Поставили тех, кто поменьше в первый ряд, тех, кто побольше, шли следом. Вот. Опять-таки здесь нам на руку сыграло построение югентов, они достаточно плотно шли такой коробочкой, такой, группой. И нам, собственно, не составило труда перевести первую линию. Там ребята действительно большие были, очень тяжелые, и ударники. Вот. Соответственно, мы уже к тому моменту полноценно боролись, занимались единоборствами почти все. Вот. И также этим ударникам заходить в ноги и переводить их на землю было несложно. Вот. И просто ребята по 60-70 килограмм удерживали там 100-килограммовых ребят, пока им на помощь приходили свои тяжеловесы. Вот. Соответственно, также упор на перевод, на борьбу, упор на жесткое добивание. Вот. Ну, при этом тогда схватка достаточно плотная была, и многие тоже у нас с травмами поехали оттуда. Многие получили травмы. А насчет, я тебя перебью, насчет того, что вот вы там забираете 18 на 17, никаких подстав не было? Четко было, четко? По количеству всегда практически было четко на четко. Всё Ну, нормально. можно отметить, что там активная роль зрителей иногда в некоторых пересечениях случалась, но она опять-таки не критична. Все-таки все эти джентльменские договоренности, тем более Соблюдались. с московскими конторами, они в большей степени соблюдались. Там зрители иногда активно пытались поучаствовать, некоторых даже там чуть не... Ну, с Лигой, кстати, был момент, когда зрителю одному чуть перепало, когда он активно начал включаться в процесс и пытаться там кого-то оттаскивать, что-то такое. Понимаешь, что проигрывают, да? Ну, видимо, да, там на эту тему тоже там небольшие разборки были такие узкие, но не с нами, как бы, а от них претензий было, мол, почему зритель получил. Ну, было сказано, что ну, что он в процесс-то идет. Либо тогда полностью останавливаем, тогда, либо не участвуем. Хорошо, сколько первое было пересечение по времени, сколько второе? Ну, Лига, наверное, самая плотная из вот этих трех основных пересечений. Лига, наверное, минуты 2,5-3, как сейчас помню. Надо просто пересмотреть видео. Лига чуть покороче, 1,5, наверное, 2 минуты от силы. Ну, с девяткой еще покороче было, может быть. Югенты чуть короче, чем Лига, да? Югенты чуть больше всех, наверное, из всех вот этих названных организаций. С югентами возились больше всего. Ну, вот минуты 3, наверное, с ними возились. Вот. С девяткой, наверное, короче всего. Ну, тогда тактика у нас уже была... Ну, сейчас Давай, перейдем. Да, к девятке. Тактику эту уже отработали очень слаженно. И состав на девятку у нас был, наверное, наиболее квалифицированный, наиболее спортивный. Все тогда уже тренировались. Еще скажи, это все было в один год? Нет, это все было не в один год. Лига, по-моему, 2009, затем, сейчас вот могу в датах ошибиться, но я помню, что последняя тема с девяткой была в 2011 году. Вот, после этого уже тем никаких не было. Ну вот, соответственно, за год до этого, по-моему, были югенты или за 2. Вот, ну, Лига была чуть раньше. Ну, по датам надо посмотреть. Понятно, хорошо. Давай к третьей переходи, к девятке. Вот к девятке. Мы нашу тактику к тому моменту откатали. Был очень качественный состав, многие выступали на спортивных соревнованиях по единоборствам, поэтому тактику также это применили, но после пересечения с югендами, насколько нам было известно, Москва вся стала бороться. То есть так эта тема активно разошлась, что там Сыктывкар, грубо говоря, привез сборную по борьбе, хотя это, конечно, не так было. У нас там кустарно эту борьбу по урокам в Ютубе и там по советам тех ребят, кто немножко занимался борцовскими дисциплинами, эту тактику ставили. Вот. Поэтому сборной по борьбе там никакой не было, но после этого очень модно раньше было в московских кругах, в питерских, заниматься боксом, тайским боксом.
около футболе. После этого, как мы знаем, начали активно переходить в борцовские дисциплины, в смешанные единоборства. Собственно, может быть, это будет немножко самонадеянно с нашей стороны, но, возможно, мы повлияли на развитие смешанных единоборств в правых околофутбольных кругах в Москве победой над югентами. «Девятка» про это уже знала, и у них ребята были, которые готовы были к борьбе, но при этом все-таки у них опять-таки было много ударников, которые, это видно было даже по одежде, тайские шорты. Вот, да, то есть, это было летом, да, очень все было приятно, на тропинке, на травке, под чистым небом все это сделали. Вот, но там уже очень быстро и скоротечно схватка прошла. Ну, это было в районе Вологды, наверное, так, отъезжая от Москвы. То есть здесь им большое спасибо, то, что согласились отъехать от Москвы. Ну и, соответственно, югенты также, и все остальные. То есть, но, как правило, столичные организации далеко от Москвы старались не отъезжать. Вот. Хорошо, я перебил. Приезжайте на «Девятку», у вас какая-то есть тактика, там люди в тайских шортах. Вы понимаете, что будет немножко по-другому сейчас все. Нет, наоборот, мы тактики-то придерживались, мы просто видели, что там ударники, значит, тактику менять не надо. Вот. Но к тому моменту и мы хорошо боролись, и в стойке тоже не дураками были. То есть нельзя сказать, что мы чисто боролись. То есть мы все-таки борьбу совмещали с ударными поединками, поэтому в стойке-то нас не смущало поработать на самом деле. Просто тактика привалить первый большой ряд, пока все остальные в стойке разбираются, но она работала, поэтому от нее решили не отказываться. Но при этом, говорю, «Девятка» уже не смущалась внизу работать, они хорошо работали на земле, вставали. Были там борцы, которые там красиво нас кидали ногами кверху. То есть здесь уже... Там для соперника была полная рынность, а здесь уже ожидали от вас. Здесь они, по всей видимости, что-то такое ждали, к борьбе были готовы. Но, опять-таки, по составам, видимо, наш немножко качественный оказался. И достаточно скоротечно эта схватка прошла. И около минуты, по-моему, я помню, еще в интернете писали на тему, они там что, их с пулемета расстреляли, что так быстро-то. Такие комментарии были. А были потом какие-нибудь комментарии, что там, может, ничья где-то, ничья, или все признали, что безоговорочно? Там 100% во всех трех вот этих пересечениях было однозначно понятно. То есть оппоненты признавали, что все, спасибо, вы сильнее. Поэтому составы у них были качественные, мы их качественно победили, без всяких претензий со стороны. Давай вернемся к такой истории, что строители «Хулиганс» долгое время пытались выйти в провинции на Ярославль. Пытались, а тут вы, не говоря никому, отзвонились и сказали, а мы хлопнули Ярик. Да, была такая история. Ну, честно говоря, я всех деталей переговоров могу не знать. Я на тот момент просто был одним из бойцов, которые поехали просто на какую-то тему. Вот, поэтому... Где это проходило? Это проходило в Ярославле. То есть мы нежданно-негаданно приехали к ним. Они, возможно, потому согласились на уговоры представителей нашей молодежной организации «Destroyers» на схватку, думая, что приедет молодежь, которая послабее, наверное, основной. Ну, так и приехала молодежь, да. Приехала молодежь, но при этом молодежь все-таки победила их состав. Вот, поэтому... Сколько там было, насколько? Там тоже небольшой состав был, около, в районе 15 человек, сейчас не помню тоже, в районе 15 человек, не более 20. То есть такой небольшой состав. Очень много тогда зрителей было, которые там активно пытались участвовать тоже. Но вот тоже разложили прям в одну калитку? Нет. Вот, кстати, по Ярославлю могу сказать, что на тот момент мы, во-первых, сами еще не в массовом порядке занимались единоборством. Тогда еще, это 2007 год, по-моему, тогда еще качалка была в моде, там, единоборствами занимались не так плотно. Поэтому по боеспособности, может быть, еще не в самой лучшей форме на тот момент были, только к пиковой форме подходили, которая была уже в 2009-2011 годах. Поэтому схватка была очень плотной и где-то даже на грани. Там, наверное, из всех вот оппонентов наших, мое личное, опять-таки, впечатление, мы были ближе всего к поражению. Опять-таки, там активная роль зрителей очень влияло на ход событий, но опять-таки соперники признали, что победа есть. После того, как там отмыли кровь, и мы там уже собирались уезжать в город, там были, конечно, предложения, давайте еще раз, вторую сходку, там уже серьезно. Были поражения у Young Destroyers? У Young Destroyers официально не было поражений ни одного. Вообще у сыктывкарской движухи только одно поражение от корпуса, тоже достаточно плотные схватки, и там тоже все могло быть по-другому, если бы упор
делался на плотное добивание. Но там были представители Young Destroyers, но у Young Destroyers самих поражений не было. Поэтому можно сказать, что мы ушли в закат непобежденными. Строители хулиганс рассказали, что имели место проблемы договориться с какими-то либо движухами в радиусе там 2500 километров от Сыктывкара. То одних проблем, то других проблем, поэтому не получалось. Я знаю, что была такая провинция достаточно сильная движуха. Ну, давай две назовем, вот, которые на ум приходят, так, это Тула и Орел. С ними были какие-то попытки пересечься? Ну, вообще скажу так, что те проблемы по организации встреч в лесном формате, они с уходом с активной сцены строителей хулиганс только усилились. Все-таки уже репутация определенно на тот момент была, и найти оппонентов подходящих было еще сложнее. Поэтому переговоры вели по полгода. Очень часто соперники спрыгивали, тут можно вспомнить несколько городов, там с Челябинском вели переговоры, с несколькими питерскими, с Добой, да, привет ему большой, с несколькими питерскими конторами, с московскими конторами тоже вели. Ну, по разным причинам эти встречам не суждено было состояться. Вот. Если говорить про Тулу, то про Тулу, наверное, я ничего не скажу, сам с ними переговоры не вел, но тоже не было этой встречи никогда. Вот. По Орлу несколько раз были попытки организовать встречу, очень хотели ее, очень хотели разыграть пальму первенства по провинции. Да. Вот. Несколько раз общались, выходили на них с этим предложением, но в какой-то момент у ребят, насколько я знаю, там проблемы были достаточно серьезные, и, в общем, встреча тоже, к сожалению, не состоялась. Но мы этой встречи очень хотели. Вот. Но по большому счету, вот из таких известных контор можно назвать еще провинциальную семью, которая предлагала нам несколько раз тоже пересечься, но предложения эти уже были, когда мы тоже с делами, можно сказать, завязались с такой активной Когда был закат, уже перестали отошли от дел в каком году? Ну, после темы с «девяткой» в 2011 году, это, по большому счету, можно считать нашей лебединой песней, финальным аккордом. И, к сожалению, после этого от активных дел мы Почему, с чем связано? С многими причинами, много факторов было, но в первую очередь, наверное, возрастной. Мы все отчасти повзрослели. А на смену Young Destroyers уже не пришли? Были попытки организовать молодежь, были попытки организовывать темы для молодежи, скажем так. Даже темы были достаточно успешные, некоторые темы тоже такими нашумевшими были, но по большому счету тоже, видимо, на тот момент мода на околофутбол по всей России стала сходить на нет. Вот, и здесь это еще более явно было видно. То есть людей не было, пополнения не было, и потихоньку так вот эта субкультура здесь прекратила в таком явном виде существовать. Поэтому, к сожалению, с провинциальной семьей, несмотря на все наше желание пересечься, мы тоже не смогли. Как твое мнение, околофутбол в данный момент жив или мертв? Ну, как я уже сказал, мое мнение все-таки сводится к тому, что околофутбола, наверное, в России уже не осталось в том виде, в котором мы его помним, любим, которым мы занимались. Связано это со многими причинами. Это, конечно же, и работа органов была очень активна по этим кругам, потому что многие органы считали, что здесь есть какая-то политика, пытались там, к событиям на манежке привязывать все эти вещи. Ну, понятное дело, это все глупости, и с этим мы точно никак связаны не были, но тем не менее работа проводилась превентивно, тем более в таких городах, как наш, здесь зачастую количество сотрудников органов превышало количество возможных клиентов, поэтому им, собственно, только нами и было заниматься. Ну, по всей России, собственно, точно такая же ситуация была. Вот. Ну, это на самом деле мелочь, это такой неприятный, может быть, фоновый фактор. Основной фактор — это все-таки, мне кажется, политика московских движух, которые начали почему-то превращать Россию в
такой Свой филиал? в свои филиалы, да, и в такое черно-белое одеяло. Этот город под теме, этот город под теме. Там, эти под, условно, там, гладиаторами, эти под, условно, под Ярославкой. А это как-то убило креатив регионов. Многие пытались попасть в Москву сами, многие пытались там под кого-то лечь. И то лоскутное одеяло из движух, самобытных, разных, оно как-то вот все потихоньку превратилось в такую черно-белую, там, двухцветную массу и потеряли, собственно, они сами всякий интерес. Опять-таки, сложно было со временем договариваться на какие-то пересечения. Переговоры по полгода вести, и все-таки это несерьезно, это сбивает боевой дух, это превратилось в какую-то там тусовку, и, соответственно, активные пересечения свелись к формату там 5 на 5 где-то там на московских задворках, и, ну, это уже неинтересно было. Ну, конечно же, фактор взросления тоже нельзя списывать. Те, кто активно занимался этим в то время, они повзрослели, у них появились дела, карьеры, семьи и так далее. Соответственно, интересы поменялись, и нельзя уже было этим с таким погружением и с такой отдачей заниматься, как раньше. Сейчас в Сыктывкаре есть какая-то движуха, кто-то ходит на хоккей с мячом, вообще кто-то чем-то занимается? На хоккей с мячом, конечно же, ходят, но в основном там уже такие самые оголтелые болельщики. Ну, они скорее ходят из любви, наверное, к строителю. Они ультрас, да? Это скорее больше, наверное, ультрас-движуха. То есть такой околофутбольной движухи в Сыктывкаре на сегодняшний день, наверное, нет. Все те, кто активно занимался этим в те годы, они начали заниматься другими делами. Кто-то в спорт перешел, кто-то в другие направления. Соответственно, сейчас те, у кого сохранилось желание что-то делать, что-то менять, они там свои усилия, свою энергию тратят. Давай подытоживать, что можешь пожелать молодому поколению, вообще фанатам, может быть, околофутбольщикам, даже если кто-то еще остался. Как вообще себя вести, чем заниматься? Ну, здесь можно пожелать... Во-первых, хочется сказать спасибо вам за то, что вы так разбередили наши старые болячки. Мы, готовясь к встрече с вами, много вспомнили, где-то со слезой на глазах, где-то с ностальгическими чувствами. Спасибо, что вы такую историю фиксируете для потомков. Вот. Ну, а всем, кто будет вас смотреть, хочу пожелать просто быть собой, ни под кого не прогибаться и не слушать авторитеты. Мы всегда много слышали от московских движух, что от других провинциальных движух, что вот Москва, Питер. Ну, это все наносное, это выученная беспомощность, которой не нужно давать себя подавлять. Поэтому развиваться во всех аспектах, помнить, что было, не забывать, поддерживать дружеские отношения с теми, с кем вы нашли в те годы, потому что это все навсегда остается. Поэтому спасибо. Спасибо большое. У нас есть небольшой подарочек. Это футболка с нашим логотипом. Вот. Размер L с нашим логотипом. Спасибо, здоровья. Спасибо. Надеюсь, будет тепло. И со своей стороны хочу поблагодарить вас за внимание, вот такими вот нашими местными сувенирами побаловать. Это Мото. С любовью из Коми. с любовью, с Коми. Что здесь у нас? Приезжайте к нам в наш северный край, здесь очень тепло и горячо на самом деле. Оленина, колбаса из брусники. Сервелат брусничный. Оленина яблочная. И чай. Ипский. Эпский. Ип. Село Ип. Ипский. 2 буквы, да. С буквой Все, П. спасибо большое. И даже есть еще магнит. Сыктывкар. Спасибо большое. Давай еще раз. Спасибо. Все. Коми очень хорошая республика. Обязательно всем рекомендую. Вот мы здесь день побыли. Очень все круто. С парнями душевно пообщались. Город хороший. Я думаю, если будет возможность летом, будете проезжать мимо Кирова или какими-то судьбами занесет вас, то обязательно стоит заехать и посмотреть. Приятный городок. На один день вполне. Всем пока.